السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا دكتور وجه. Motor do qual? Так, Ибраим. Ибраим, хочешь выслать? Так. Салам, маршал. Хайшуй, Ибраим, со. Как? Так. Вопросы. Ответы на вопросы. Так. Интернет не лагает, слышно меня, видно. Ассаламу алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ибраим, хайшуй она, чтобы мы начали дискуссию, чтобы было понятно.
Хайшуба. Все, хорошо. Сегодняшний эфир Чуахай там эфир юцигейш черло чулали. Смотрите, многие задаются вопросом, когда мы проводим прямые эфиры, стримы, касаемо истории, географии, культуры, возникает вопрос. Каждый начинает писать, особенно когда мы делаем посты, начинает выказывать свое недовольствие. Мы называем их норницы, некоторые их называют, и можно их назвать хачаилистами. Это каждый на свое усмотрение. Люди безликие, которых, конечно же, начинают упрекать, особенно в разговорах. У меня был недавно разговор с одним парнем по национальности. Он ингуш, по крайней мере. Он позвонил, и мы начали с ним разговор. Имя говорить я не буду, поскольку, я думаю, смысла говорить имя нету. И он, в принципе, ведя дискуссию, как всегда, у нас первая часть, две части делится наша дискуссия с любым человеком, который делится. Упреки или же конкретные претензии. Претензий, упреков, в принципе, как таковой к истории не было. Он говорит, что он тоже любит историю, увлекается историей. Но где-то он в Ютубе посмотрел нарезку, где есть высказывание. Эта дискуссия, я так понимаю, года 3 тому назад была вместе с Саидом, который зашел в эфир. Вы помните Саида, да? Но что такое, светленький. И он говорит, что там якобы он недоволен высказыванием. И он считает, что мы едины как таковой, как народ, как братья. В этом плане никакого разделяющего материала, разговора у нас не было. Но то, что он сказал, он недоволен и не считает, что это правильно. И высказывание определенные периоды, там новейшая история о том, кто помогал, не помогал, за счет 90-х годов, нормально вести себя культурно, дабы могли любые люди, любой представитель, любой национальности, без разницы, будь он русский, еврей, или дагестанец, или ингуш, осетин, чтобы могли высказаться. Кто хочет, может просто отправить запрос на видео. И в культурном ракурсе мы можем вести диалог. И к чему я это все сейчас начал? С чего это начал разговор? Вы знаете, я максимально очень толерантно и политкорректно отношусь ко всем мнениям и ко всем людям, которые приходят ко мне в эфир. Если, конечно, уже не начинают загибать какие-то сказки. Даже очень критически отношусь. У нас в телеграм-чате мы проводили эфир. Многие знают, что дискуссия именно с представителями своего же народа у меня уходит на такие острые разные темы, которые мы пытаемся каким-то образом прийти к истине. То есть я где-то услышал, там бабушка рассказал, прадедушка это рассказал. Это не факт. Опять же, мы не утверждаем и не говорим. Есть конкретные правила. Правила в истории, правила. Хотя и подвергаю критике. И многие со мной в эфире не соглашались и ругали меня, говорят, ты не даешь высказаться. Я даю высказаться и позволяю людям.
Но опять же, когда этот парень начинает говорить, вот он высказался и так далее и тому подобное, я говорю, скинь мне ссылку. Он скинул мне ссылку. Во-первых, канал не мой, это YouTube нарезка, вырезанная из нашей дискуссии, которую кто-то загрузил. После чего я ему объяснил это. Надеюсь, он понял это или не понял. Но есть нормальные люди, а есть такие, которые более неадекватные. Мы название давать этим утыркам, хачаилистам не будем, но я постараюсь, я надеюсь, сейчас постараюсь показать вам нарезку, который этот утырок публикует. Так, я надеюсь, я его сохранил. Странно. Ладно. Сейчас мы постараемся ее найти. Сейчас. Был в эфире Юни Успанов, и мы разговаривали на различного рода тематику. Так вот, кроме этих дискуссий, у нас были еще дискуссии по поводу освободилось единство или не единство. Черто, эфире, ауй. Ты в эфире, Черто? Если да, то отзовись. Был один видеоролик, где закидывали и говорили, что типа как само собой подлизываются грузинам. Якобы мы критикуем, там вырезка из моего видео, что я сохранил, мне настолько многие прислали этот видеоролик, сейчас я его не могу никак найти. В желтой футболке, где они отправили. Да, отправить черту на... Так вот. Я неспроста здесь сегодня несколько материалов, которые есть по этому поводу, я закину. Я хочу, чтобы вы прослушали его. А также я хочу, чтобы и ответить на некоторые высказывания и сказки. Как вообще строится фитна. Опять же, нам, конечно, без разницы, что там нордические хачаилисты отправляют или как они делятся с Сюли вместе информацией, как шейха Бузуртанова. Была тематика, они очень сильно обсуждали Яна Потоцкого и Уруса. Так вот, я разговоры Уруса или Яна Потоцкого, эту информацию, как бы не столько ассаламу алейкум, дал эту буэлха рахмаю дерезхил. Я, опять же, информацию, которую вообще по идее, по Яну Потоцкому, насколько я знаю, там 3 версии. По одной версии Уруса он называет чеченцем, по другой версии он говорит, что он ингуш, по третьей версии он говорит, что когда был на какой-то свадьбе, слова якобы
Уруса и остальное подтвердили. Информация подтвердил сам Ян Потоцкий. Но неважно. Суть не об этом. Я не собираюсь сейчас обсуждать, что там Ян Потоцкий говорил и писал. Я думаю, многие знают. Но эту тематику подняв, после того, как был у нас эфир, где мы говорили о единении, о том, что единая история, в принципе, по сути, несмотря на все эти лживые утверждения некоторых нарнийских хачалистов, что является историей вообще, как по истории, мы являемся там едиными и так далее, и тому подобное. Есть видеоролик, где это утверждается. Пока черту мне присылает. Так вот, сейчас я хочу вам, после нашего эфира, обвиняя меня в национализме, обвиняя меня там в каких башлам, этого ролика у меня нет, но буквально сегодня видел в рекомендациях, не могу найти. Жаль, конечно, что я его, странно, что я его не сохранил. Он у меня и... Так, особо делаешь. Как же я его мог удалить-то, а? Стамаятнили. Сейчас постараюсь, может, сохранилось. Я его отправил и сохранил. Так. Ладно. Так вот. Оставим пока этот ролик, постараюсь его найти. Он после нашего эфира, где мы говорим о единстве, думая, что мы навязываемся, или думая, я не знаю, чем этот хачаилист нарнийский думал, и о чем он вообще размышлял, когда пытался... Мы не едины, он говорит. И дальше он пишет вот такой пасквиль. Кто-то, ассаламу алейкум башлам, ищет ладу чарга, алейкум ассалам. Послушайте. Джамалудин, сын Шамиля, это пишет конкретный человек под ником, ингушским ником. Является ли он ингушом или нет, это другой вопрос, но факт остается фактом, я хочу вас ознакомить. Джамалудин, он, то есть, к чему он подводит, вы поймете. Джамалудин, сын Шамиля, вернувшись из России, женился на дочери чеченского наиба Талхига. Шамиль хотел этим породниться с ним, чтобы тот искренне служил ему в Чечне против русских крепостей. Сердце Джамалудина не лежало к жене. Захотел он развестись и жениться на дочери Даниила, так как ему не нравились обычаи чеченцев.
То есть после того, как он переходит на Яна Потоцкого, не оскорбляет. Тут речь идет главное, чтобы задеть. Пишет с большими буквами. Обычаи чеченцев. Это, я почему говорю? Мне прислали вот этот текст человек 10. Обычаи у них такие, когда, прислушайтесь, это на официально они, то есть распространяют. Насколько у этих людей презрение и отношение к нам. Обычаи у них такие, когда к жене приезжает ее брат или отец или другой близкий родственник, она должна лечь с ним в постель, а муж должен быть в одиночестве, пока кто-либо из них гостит. Сын Талхига однажды, дальше идет. Сын Талхига однажды приезжал к своей сестре, жене Джамалудина, в Дарго, и оставался у нее целый месяц. А Джалалудин тогда еще не знал их обычаев. В тот вечер, когда приехал брат жены, Джамалудин пошел к своему отцу для беседы. Как было заведено, вернулся домой ночью. Когда он вошел в комнату, постель для него была готова. Но жена отсутствовала. Жена не будет с ним. Джамалудин удивился такому дикому обычаю, тем более, что он недавно возвратился с России, где отношения между мужем и женой не такие, как у нас. Бедняга был вынужден остаться по поводу такой нелепости. По-аварски он говорил плохо. Абдурахман из Гази Кумуха, книга «Воспоминания», глава 4, Махачкала, 1997. И дальше есть какой-то бытовой ролик, где молодой парень, недалекий, так я понимаю, я не знаю, какие у них семейные отношения, но это бытовуха современная. Здесь он пишет на ингушском «Валлахи, биллахи, талахи», и мы не один народ. И вот это закидывается в интернет, распространяется. Чтобы было понятно, довожу до вас. Первая часть, где, говорит, не нравились обычаи чеченцев, обычаи у них такие, когда к жене приезжает ее брат или отец и близкий родственник, она должна лечь. Текст этого текста нет в таком формате в этой книге. Что же сказано в этой книге? Давайте просмотрим. Приезжал своей сестре в Дарго, сын в Дарго, дышь не видно. Оставался у них целый месяц. Джамалудин, когда еще звал обычаи, в тот вечер, когда приехал брат жены, и здесь говорится, само собой,
имеется в виду, что, к чему я говорю, в таком формате, почему поднесено. Джамалудин, сын имама Шамиля, и чтобы эта история была понятна, приходил и говорил, что вот такие обычаи ему не нравятся и так далее и тому подобное. Покорности там в имамате, что это сделано специально, чтобы укрепить взаимоотношения, чтобы чеченцы, что после и не бросили сегодняшний день, не идет в опочивальну, как бы это некрасиво не выглядело, там, где муж и так далее. Пытается остаться с родными, с родственниками и близкими. То есть, кто приехал, Щичуа была, Мягчуа была, остается с ними. Здесь не имеет никакого дискуссии. И к чему вводит этот человек. Используя, опять же, вот этот материал, который непосредственно брат умер, сват умер, отец умер и так далее и тому подобное по Яну Потоцкому. Он проводит анализ, что мы якобы разные из-за этого, за то, что оказывается те, кто приехал, Гергенах, Бяхкин, Хельча, что вот этого нету, этих людей понятия нету. И соединяя с этим, они берут современные инциденты, я не знаю, то ли он может быть наркоман, то ли может алкоголик. И вот этот момент, который раскидывают, закидывают сегодня, распространяют, что он был там, она то ли теща, то ли кто-то рассказывает, что мелвари, уязвари, иштвари, и зудаю вариации. Этих бытовых сегодня огромное количество. Как и в Ингушетии, как и в Чечне, как и в Дагестане. Везде по-разному к этому относятся. Но тем самым упрекать нас, где мы говорим об историческом, что есть нормальные люди, что есть достойные люди, что есть такое-то, такое-то, и сравнивать, опять же, брать время, когда была война, когда был имамат, когда там приехали, он узнал от служанки, он был недоволен, он хотел жениться на русской, на дочери Даниила, потом он хотел жениться там на другое. Имам Шамиль ему сказал, что запрещено, причем через определенное, там есть продолжение этого рассказа, через определенное время эта девушка уезжает к себе домой, они расходятся с Джамалудином, что он потом женился на какой-то другой там и так далее и тому подобное. То, что сделал Шамиль, имам Шамиль, для укрепления своей государственности, что сын его женился там на дочке одного из приближенных наибов, чтобы все было, как говорится, чтобы провести вот такие вещи проводились обычно. Кто знает историческом экскурсе, есть много моментов. Опять же, если упрекать в этих вещах кого-то, почему-то есть люди, которые говорят, что царица Тамара на самом деле является их национальности, а не грузинка. Это вай у меня масагю и так далее. Они
подменяется, мы ведем дискуссию в историческом плане, эти люди подменяют и говорят, вот они говорят, что мы. Что касается спортивной формы, я уже устал говорить об этом. Да, в культурном плане более старшее поколение всегда и здесь никто не ходит в спортивной форме. Молодые ребята, которые ходят в спортивной форме, в трико, в футболке и так далее и тому подобное, оно есть везде. Этих роликов уйма. Есть и в Ингушетии, есть и в Чечне. Я про Дагестан хорошо, оставим остальные. Если кто-то говорит, что вот он не носит, они носят. И трико носят. Когда занимаются спортом и вне спорта. И в шлепанцах ходят. И тот, кто говорит, что у нас нету ни одного человека, Аллахе есть. Просто вот это настолько несерьезно для соседних регионов, это вообще незначительно. Но если друг друга даже упрекать. Опять же, сравнивать анализ и говорить, сравнивая там с Яном Потоцким, указывая там на сына для Нокчи народа, ни имам Шамиль, ни его сын Джамалуддин не являются авторитетом. Они пришли сюда каким образом, как они стали, как их приютили, как их вылечили, как им помогали, как они уходили с обозом 14 там, лошадей, полностью забитые своим имуществом. Когда приходили, сам Аль-Карахи описывает, там 3-4 человека в разорванных вещах, раненых, пришли сюда. Уходили совсем по-другому, через 20 лет войны. Опять же, оставим, у них своя культура. Если же там была важнейшим фактором является непосредственно ислам и шариатское государство, это совсем другое. У чеченцев свои традиции. Понимаете? И как они относились к ним. И на самом деле до конца войны и даже после и во время войны для многих людей имам Шамиль не был авторитетом. И эта проблема в 21 веке до сих пор среди нашего общества и среди нашего народа. Я не говорю хорошо или плохо. Мы говорим о факте. Для многих людей имам Шамиль как был исторической личностью, так и остается. Для многих он был хорошим имамом. Для третьих вообще без разницы, был он, не был, никакой разницы нет. Для кого-то он является антигероем, потому что, зная, какие потери и что потеряла, и земельные, и этих вопросов за эти 6 лет, 1000 я уже отвечал на эти вопросы. И поэтому по-разному относятся к нему. Кто-то героически относится, кто-то с негодованием относится. И что там думал сын его Джамалуддин, хотел он жениться на дочке Даниала или остальных, это не суть важно. Суть важно, что культурные традиции своего народа дочка Талхига придерживалась. А как там записал этот Сюли или в его книге, то, что она постелила кровать, и ему все сделала чин-чинарем к своим родственникам в той комнате, где брат, отец, двоюродный брат, третий, десятый, что они разместились. Ничего такого в этом. Конечно же, опять же, мы не утверждаем о том, сейчас не нужно переходить эту грань и говорить, вот, не нужно было приходить там, Стунцхуашку, Шулицо, время было другое. Была война. Совсем отношение другое. Имам Шамиль и его крепость, это Ведено, Дышни Ведено, это 2 столицы, которые были, это был главным человеком на этот период. Приехал он в гости, остался на неделю, другое. Никогда в жизни даже не подразумевалось, по крайней мере, я не вижу, чтобы Сюли переходили эту грань. Но если перейдут, есть там моменты, где мы конкретно и до сих пор тоже знаем некоторые моменты. Но опять же, мы не говорим об этих вещах. Причем тут это и наше сравнение, говоря о единстве народа. Но просто грязность вот этого материала, распространение, максимально облить, максимально всем показать. И после этого, конечно же, бывает очень, очень трудно
говорить о каком-то единстве или говорить о каком-то другом. Конечно же, генетика показывает, есть родство, многие тейпы, которые там есть, они имеют чеченские корни, они считают, что они имеют ингушские корни здесь. Здесь ничего нету такого, когда у тебя фактически за 17 веке уже остается, а то, что кто-то пытается перековеркать, это ничего не изменится. Ни Юниус Панов ничего не говорил плохого, ни я ничего плохого не говорили, кроме того, что мы считаем единство, потому что кто бы ни поехал, ни поселился, ни что-либо не сделал, от этого ничего не изменится. Родственники останутся родственниками. И вот эти разговоры, вбрасывания, они, конечно, не украшают никого. Этих материалов уйма и у нас, и не меньше. Пошла, ассалам алейкум, алейкум. Когда, по твоему мнению, началась работа по сеянию розни между чеченцами и ингушами? Просто будучи чеченцем, я всегда рос и дружил в Казахстане с ингушами мы. Амирон Датрак задает вопрос. Честно сказать, я до 18 года думал, что все началось с границы. Честно. Я думал, что в 18 году, как таковой, началась эта проблема. До 18 года для меня такого вопроса не существовало. И никогда, я, честно сказать, я в очень многих местах и бывал, и учился, и ездил в различные лагеря, имеется в виду образовательные. Я везде побывал, в многих местах побывал, с многими очень пафосными главными лицами государства и встречался, и был на лекциях и так далее. Никогда как такового деления такого я не замечал. Но я заметил эти деления только тогда, хотя да, даже тогда, когда мы выезжали с ребятами, когда ходили с разными флагами, я как-то на это внимание не обращал. Прямо такое деление. То есть мы ездили на общеобразовательный лагерь Селигер. Назывался это в свое время еще общественная организация, когда НКО. И там от нас они максимально отселялись далеко. Общение с ними у нас было нулевое. Честно сказать, мы сильно и не старались. Нам была важна честь нашего народа. И там, где были чеченцы, там, где были мы, новчи. Все первые места везде, что бы это ни было. Будь то это или в образовательном, будь то по интересным вопросам размещения, выживания, питания. Везде мы занимали первые места. Максимально занимали первые места. И у нас было великолепное взаимоотношение. То есть, а это было очень сложное время. Это, чтобы было понятно, нулевые года. Это ближе же 6-й, 7-й, 5-й год, 2005-2004 год. Образовательные лагеря, когда мы ездили. И я за абсолютно никаких вот этих великих пафосных речей ничего не замечал. Они максимально от нас далеко размещались, то есть со всеми другими, но не с нами. У нас не было, нулевой контакт был с ними вообще. Как таковой нулевой контакт был. Я ничего не замечал. И до 18 года я вообще такой проблемы как таковой не знал. Ну, есть они где-то, есть все. Мне больше ничего не интересно. Но когда я начал глубоко изучать этот вопрос после 18 года, когда я нашел документы, когда я нашел материалы по 7 году, как подделывались сайты, как они забрасывать просили карты, подделочные карты, что максимально завтра, послезавтра это станет нашей историей, это будет нашей картой, нашими картами. Когда я узнал об этом, когда я узнал уже то, что делалось в 1989 году, вот проведение этих съездов, первого съезда, второго съезда, высказывания Фаргиева, высказывание другое, третье, я настолько глубоко залез, то есть вся информация на меня просто огромной лавиной полилась, потом плюс события между Остино-Ингушским конфликтом,
потом уже события 94 года и 99 года. Все собрав воедино, к сожалению, я пришел к такому выводу, что проблема на самом деле в какие-то моменты нужными людьми усугубляется, а в какие-то моменты она успокаивается как таковой. Но вопрос до конца не закрыт. Потому что никаких, так сказать, Умхаевых, никаких Дауевых, никаких Бакаевых, никаких, вот я вообще про историков, Хизриевых и так далее, ни от одного чеченского историка, ни от одного, ни в 2000, ни в первом, ни в втором, ни в третьем, ни в четвертом году не было ни одного слова про оскорбление или про унижение, или говорить, что вы там появились от кого-то, там, от армян, от осетин, от монголов и так далее. Таких разговоров ни в одном учебнике истории нету. И когда говорят, и когда я наткнулся на книгу 2004 года, потом 2009 года, потом я узнал материал 89-го, потом при открытии мечети, когда я ездил в горное Лом-Акинская мечеть, и когда мне один из стариков рассказал ситуацию, которая была в 1971-73 годах в Бамуте, в 71-73 году. Тогда это уже было окончательно, причем он мне рассказал это с тем, чтобы я довел до каждого и рассказал всем, это не аманат. Он сказал, расскажи, кто такие Лом-Акки, и какими вопросами подходили. Лом-Акки никогда не сдавали, не оставляли свой народ, что они являются частью Нохчи народа, всегда были и остаются ими. Никогда не отделялись, не уходили, не отстранялись, касаясь лом-акинцев. И, кстати, там были приезжие, там было огромное количество приехавших из Ингушетии, акинцев имеется в виду, акинцев, лом-акинцев. И он рассказал мне, а это 70-73 год. Тогда у меня возникла мысль, прекращалось ли это все, начиная с Дель Поцо, начиная и заканчивая нынешней ситуацией, которая есть сегодня. Когда-нибудь прекращалось ли? Но это по нарастающей, спадающей, по нарастающей, спадающей. Всегда найдется, как говорится в кавычках, козел отпущения, всегда найдутся виноватые люди, всегда найдется, там, будет обвинять, проще обвинять, там, меня обвинять, там, другого, третьего, десятого. Или будет это рупор, академик шейх Бузуртанов, будь это злой Изя грузин, Кулумбеков, кударец он или иронец он, кажется, да, который проживает в Грузии, который получает, как вы видели в ролике, он сказал, что всю информацию он получает, который присылает, который пытается лютой ненавистью оскорбить, опять же получая информацию. Причем в прямом эфире ему звонят, с ним разговаривают. И это наш, как говорится, братья и сосед, который с ним встречается в Грузии и очередную порцию, как говорится, информации, видать, скидывают. А может быть просто дружеская встреча. Хотя если бы я сделал такую встречу хоть одним представителем, я грубо говоря, хотя ничего как 17 века, в 20 веке, в 19 веке, оно идет и по сегодняшний день. Не среди всего населения, само собой. Братья остаются братьями, мусульмане остаются мусульманами. У каждого свое мнение, у каждого свои взгляды. Тут никаких как бы... Но есть какие-то моменты, когда переходят, когда ты соглашаешься со всем. Все записи, которые я услышал, а их уйма, которые мне присылают, я еще раз говорю, сотни и тысячи мегабайтов видео присылают. И оттуда его прямо присылают. Все эти разговоры о чистоте, нечистоте, как внутри, как и внешне, все это доходит. Все эти связи между
когда мы общаемся с Юлей, это якобы оскорбление, по их пониманию, а когда они ездят и говорят, у нас 4 улицы в честь имама Шамиля, то это братство, единство вместе. Когда Ауховский район едут какие-то концерты, это побратимы, причем зная проблему ауховских братьев, а когда кто-то поехал выступить к соседям осетинам, это кошмар. Таких вещей очень много, к сожалению. И осетины, и дагестанцы, и ауховцы, и ингуши, и кабардинцы, все мы никуда отсюда не денемся. Мы живем здесь, каждый живет у себя на родине. Но если братство строится на том, что если я буду говорить хорошее, и тогда я тебе брат, а если я говорю, слушай, в мой огород не залазь, а тогда я являюсь врагом, нужно уже решать. Что касается за пределами, честно сказать, за пределами ситуация была немножко иная. Мне казалось, мне звонили с Москвы, мне звонили с многих местах, где вот так вот, братья, ингуши и чеченцы вместе. Но были ли другие моменты, где даже там принимали сторону тех людей, которые оскорбляют и так далее и тому подобное? Огромное количество. Из-за границы присылали видео, из самого севера присылали видео. Мы едины с вами, совет старейшин и так далее. А этот совет старейшин, или как он называется, я не знаю, там, общественная это организация или нет, они говорят, что они представители всего этого народа, оскорбительном тоне говорили о нашем народе. Было ли это? Было. Получили ли мы какой-то ответ? Это неправильно, это нехорошо, это не является красивым поступком. В бытовых разговорах, да, было, в остальном не было. Теперь переходим ко второй части нашего вопроса. Это видео я обязательно вам покажу, оно, опять же, от какого-то нординского хачаялиста, который реально сидит, мониторит эфиры к странам. Мне до него дела нету, а вот он сидит и он говорит, вырезал момент, где мы обсуждаем, и это, если я не ошибаюсь, Бакер, где мы говорим, что некоторые ученые считают недостоверными грузинские источники. И он делает уклон в каком, этот хачаялист нордийский, говорит, что типа, а это все потому, что в истории не написаны мы, а написаны они. Якобы, в кавычках. Но опять же, и он шлет проклятие и говорит, как же вы клевещете на грузинских ученых, когда вот он на Джамалдину книгу Джамирзаева, говорит, там он оскорбляет Джамирзаева, ссылаетесь на рецензентов, а ведь рецензенты грузины. Еще раз повторюсь, для начала, утырок нординский, я, наверное, знаю, что ты будешь смотреть, или к тебе донесут, возможно, ты и сейчас, хачаялист, сидишь в эфире. Твоя участь молчать, мужество показывать лицо и говорить с мужчинами у тебя нету. Но и все-таки я хочу передать тебе. Дело в том, что мы говорили с Бакером, что армянские, грузинские источники, некоторые ученые ставят под сомнение, не доверяют им. Мы не утверждали, что грузинская наука, что она является недостоверной полностью, что все, что говорят, такого разговора не было. Я понимаю, что ты хочешь вылезать, уже дальше лизать нечего, извините за выражение. Куда еще глубже ты вылизываешь и к чему вы стремитесь? Вы же говорили, что Джавахашвили и все грузинские ученые ошиблись, когда назвали область там Нахчита, там, я не знаю,
церковь Нахчита или народ Нахчи, что это все неправда, что эти грузинские ученые ошиблись, что это на самом деле ваш магистр истории кричал и клялся в том, что якобы неправы и говорили не о Нахчи и Нахчиматянке, это тоже не Нахчи, и все остальное якобы является недостоверной информацией. Вот, Ибраим, вот, наконец-то ты прислал. Наконец-то видео дошло. Чарто, я твой эфир принял, точнее, тебя принял. Так вот, Ибраим, давайте посмотрим, как же вырезали, что говорят. К сожалению, не слышно, я не знаю, почему не слышно. Так, чтобы было слышно, сейчас, обордачно. Видео вы увидели, надеюсь, сейчас. Вообще в советское время научная, так скажем, сторона, вообще не обращала особого внимания, не брало ни в какой расчет армянские и грузинские источники. Хотя в Армении, в Грузии, как каждый второй вор в законе, также у них каждый второй историк и академик. Они там, не знаю, вино, бочку давали вот эти в советские времена академические звания друг другу. Ну, их очень много там. На одной улице по 5-6. Но, тем не менее, хотя Советский Союз признавал их, но их труды, там старые вот эти вот их данные, данные в оборот не брали. На них не ссылались. Вот любую книгу открой, советскую энциклопедию. Я поэтому говорю, я вот когда брал работы других, даже тех же турков я смотрел, брал ты знаешь, самые ненадежные у них были греческие, грузинские и армянские. Это есть, это вот раннего периода греческие, а вот более позднего периода греческие, грузинские, я не знаю почему, на чем они основаны, но они говорят, что они в основном на мифах, на сказках, что это неправда, якобы доказательной базы слишком мало. И он Чачаны пытается дискредитировать грузинские источники как мифы и легенды. Вот вырезал человек и... Что делаешь? Я в эфире. Апир варит ешешь. Еще раз повторюсь. Для людей, кто не в курсе, любой человек, вы можете зайти, посмотреть источники. Я опять же не утверждаю, не говорю, что самые достоверные источники являются
являются стопроцентными правдорубами. Но факт остается фактом в интернете даже, и говорят, что многие источники, опять же, грузинские, они считаются, я повторюсь, там не идет только грузинский, там идут греческие, там идут грузинские, там идут армянские. Возможно, а, возможно, конечно, сохранен, он есть у меня, я его не удалял, это вырезка. Возможно, если бы там были чеченские и так далее, ну, допустим, Ермолов и дальше Берже, говорит то же самое о чеченских источниках и индусских источниках. По-другому нельзя, потому что вся история состыкована из мифов, рассказов, из полевого материала. Других материалов нет как таковой. Это не, как говорил Кадзоев, история у нас будет такая, которая, как мы ее напишем. Так не катит. Это сейчас начали использовать мы, как бы писать начали. А в основе своей, как таковой, если даже искусственный термин «война» ввели в 1928 году, что уже говорить об остальном? Исказили слово «искерк», «искерия» от реки, исказили тюркское название, «ичкерия» дали. Исказили многие другие. Мичигис, Мичикиз, Мочегышла то же самое. Взяли по названию или по местности назвали, как называли шатойцев, как называли чеберлоевцев. Записали так, как хотят. Еще раз повторюсь, нам незачем кому-то подлизываться и вылизывать. Ни грузинам, ни армянам, ни грекам, никому. Мы историю свою знаем. Если мы как-то хотим свою базу состыковать и уточнить, мы используем и грузинских ученые используем материалы. Я же назвал. Я же не как ты, балабол нарнийский хачаилист, сел там, плача там, Чачаны написал, или как ты там, не пытаясь там Яна Потоцкого отбелить, обвинить там Уруса и так далее. Там. Виноват и Ян Потоцкий, и Урус, если таковые есть. И Гарри Пекин то же самое. А почему же вы не говорите о всех остальных, до того же Гюльденштейда, которого везли в Тбилиси или Владикавказ, кто его охранял, кто ему сказки рассказывал о том, что у них вот такие войны, кто у него сопровождение был. Посмотрите, вы многое увидите, хотя Гюльденштейн и не был в многих местах в Чечне. Вы, с одной стороны, поднимаете Лаудаева, а Лаудаев, конкретно Лаудаев, утверждает, что ингуши вообще не народ, всего лишь его часть. И причем не лучшая часть. Это Лаудаев описывает, которым вы нас упрекаете. Вы упрекаете нас в Сюле с одной стороны, и говорите, а с другой стороны говорите, что мы его 3 раза имама Шамиля прогнали и так далее, что против нас воевал, мы имама Шамиля наказали. Да не воевал никогда имам Шамиль против ингушей. Никогда. Он воевал против царской России. Как таковой воевать в то время против ингушей, это о чем вы говорите? В 1801 году, 10 году всех ингушей вместе взятых от 9 до 11 тысяч. Одной армии имама Шамиля, которая в самом пике, было 14 тысяч. Это чисто только война, а тут женщины, старики и дети. Там пропорционально даже, или вы реально считаете, чувствуете, я не знаю вообще, какой математикой вы живете, и чем вы вообще, указ Башлам, посмотри, что пишет Ингуши, крик души. И давайте будем сильно не поддаваться провокациям наших соседей. Сохраним нашу братскую любовь и завещаем ее нашим детям, внукам, как это сделали наши предки. Уважаемый брат, мы так устали от ненависти, злобы, зависти, подлости, мародерства со стороны наших соседей, и только вы, дорогие грузины,
сейчас присоединяться. Я просто не знаю, когда вы отключились. Пять часов назад, пишет некая Лолита. Уважаемый брат, мы так устали от ненависти, злобы, зависти, подлости, мародерства со стороны наших соседей. И только вы, дорогие грузины, для нас как глоток свежего воздуха. Благодаря вам мы верим в братские доброжелательные отношения. Мы всегда будем рядом с вами, плечом к плечу. Еще раз спасибо за то, что помогли нам сохранить веру в человечество. Вот с такими, как говорится, честно сказать, да никто и уже не лезет и не навязывается никому, как по сути своей, братство и так далее. Валлах, я не лезу. Честно. Вообще. Не знаю, кто там, если еще с чем-то. Достойные отношения с достойными людьми всегда были. И еще раз повторюсь. Как таковой, все наши материалы с первого дня, которые мы ссылаемся, они разные. Есть и грузинские, и турецкие, и армянские, и точно так же кабардинские, адыгские. Все материалы мы используем, взаимодействуем со всеми. Проверяем достоверность. Хотелось ли кому-либо в историческом экскурсе заниматься вашей историей? Нет, никому не хочется. Мне, по крайней мере, точно. Но когда проходит неделя, дней 7-10 проходит, или 11 дней проходит, ты остаешься, уходишь, просто занимаешься своими другими делами, тебе проходят сотни и сотни сообщений. Ты видел это, ты видел здесь, ты видел. Возможно, есть более острые проблемы, чем нежели рассматривать вот эту лабуду, которая и в историческом плане, и в географическом плане, и ты работаешь над этим, и хочется тебе максимально уделять время на важные вопросы в контексте. И многие вещи, которые сегодня происходят и в политике, и в взаимоотношениях, и в соседних взаимоотношениях, в географическом плане, использование административного плана, ты, конечно, натыкаешься на многие интересные вещи, которые в дальнейшем, как таковой для твоего народа, они необходимы. Еще раз повторюсь, не было никогда ни у кого такой цели заниматься там, тебе платят эти, тебе платят эти. Никто никому ничего не платит. По крайней мере, в моем отношении. Заниматься историей, заниматься разоблачением лжи, без разницы, и сюли вала, и галгаски вала, и галга вала, и хири вала. Нет никакой разницы, если таковая есть. Сегодня присылают много. Такие же баталии проходят и между армянами, азербайджанцами, персами, иранцами и азербайджанцами, между армянами и грузинами, и так на Кавказе среди всех, между карачаевцами и, допустим, черкесами. Везде есть эти проблемы, везде есть кто-то разоблачает, кто-то показывает ложь, кто-то от этого, чтобы в дальнейшем не было никаких сотрясаний, сотрясений, как говорится, разжигания межнациональной розни. Все это, конечно же,
Вы знаете, да, про Полину Жеребцову, там, ярая чечена-ненавистница, есть одна умственно отсталая шизофреничка, которая любит рассказывать сказки о ее неудовлетворенном детстве, походу. Ну, у каждого свои, как говорится, больные фантазии. Ну да ладно. И вот ей на 9 мая написали: Полина, поздравляю с Днем Победы. Я ингушка, ровесница войны и беженка из Грозного. Спасибо, дорогая, за рассказ. Очень трогательная история о вашем дедушке. А вам спасибо за память. Счастья вам и вашим близким. И пусть никогда вас больше не коснется война. Полина Жеребцова, Жеребцова, кто бы ты ни был, любой национальности, без разницы. Честно сказать, закончится ли это, к чему это приведет, к великой панике, к великим сотрясениям или же к истине. Истина, конечно, у Всевышнего. Я думаю, что мы должны понимать, что достойные люди останутся достойными всегда. Для чего создан наш блог? Наш блог создан для того, чтобы мы могли в любое время пообщаться между собой, выпустить пар, поговорить. Алгаской, русский или казаки баши. Алгаской — это терские казаки. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Терские казаки. Их называют крепостными казаками. Вот. Истины. Я не являюсь сторонником того, чтобы оставлять всю вот эту проблему на будущее десятилетие, там сколько бы ни было, и в нужный момент, чтобы пролилась, не дай бог, конечно, кровь межнациональная, религиозная или каким-либо образом. Я сторонник того, чтобы все в основном говорили правду максимально, или же молчали. Вот. Это не закончится, Бушлам. Или мы, или они. Поэтому, ссылаясь или подлизываясь к грузинам и армянам, и Полине Жеребцовой, или кому-либо другим, это никаким образом не поможет. Сидеть можно круглые сутки в интернете, сидеть можно все, что угодно делать. Но ни сюли не помогут вам, никто не поможет вам. Я думаю, что сегодня, да и завтра, и пока существует Нохчи Кам, этнос, пока он есть, пока он живой, сотни, единицы или тысячи молодых, достойных сынов нашего народа всегда будут заботиться о защите своего народа. Возможно, да, сегодня мы не настолько и финансово снабжены, и не все так хорошо, как хотелось бы. Майлстрой или Тамаева и так далее и тому подобное. Нету таких ресурсов. Но все-таки мы и честь нашего народа несли не всегда, несли не богатые, к сожалению. Ну, те, которые имеют возможность. Богатых свои умозаключения, они живут тем, как бы заработать побольше и так далее и тому подобное. Нисколько не оскорбляю этих людей, это их жизнь. Но есть и простые люди, которые пытаются друг другом стоять рядом и помогать и отстоять. И не сюли, которые лезут с востока, и не остальные, которые лезут с запада на нашу землю или на нашу родину, на нашу историю, не стоит посягать. А как бы мы ни хотели возродить или восстановить свою историю, никому ничего вылизывать и подлизываться мы не собираемся. Сегодня, ассаламу алейкум Башлам, эту Жеребцову качает Хизар Ивоев, это факт, бах, история. Я не знаю, кто ее качает, кто бы что ни делал.
Сегодня выпасы и опять же трактовка. Люди, которые оскорбляют и говорят что-то про Силю, берет книгу, слова сына Джамалуддина, которому якобы не понравилась наша традиция, и кто для нас Джамалуддин или кто его отец, чтобы нам говорить о наших традициях. Гилк, хулк, ларам. У нас прекрасно мы знаем и бережем это и несем тысячелетия. Ни Ян Потоцкий, ни Багратиони и ни другой, кто бы там не писал какие вещи, про нас такое точно не напишут. Наша история, по крайней мере, в других местах. Я не столько не переживаю. Если вы тем самым пытаетесь говорить, что тот, кто носит спортивные вещи, или тот, кто каким-то общается с Тунсхуай, там, не знаю, с кем-то с ними, вам не является наши устои, традиции, никто вас и не просит, никто вас не умоляет. Ваши традиции – это адыгские традиции, кабардинские традиции. Нисколько не упрекаю наших братьев и соседей. У них эти традиции есть, у нас нету этих традиций. У нас хоть иногда, но мы пересекаемся. Там, Тезят, Марадош иногда видим. Там, остальное там не столько. Все как держались старых традиций, так и придерживаются. И в исламе это не запрещено. Вы уж определитесь, что вы хотите. По исламским нормам хотите жить, или же хотите жить по каким-то языческим, джахилийским. Это уже ваше дело. Никто никого не заставляет насильно держать или приписываться. Я, валлахи, биллахи, таллахи, клянусь Аллахом, я не пытаюсь и не хочу вообще каким-либо образом касаться. Я категорически против многих вещей, и одна из них сегодня заключается в том, чтобы говорить у нас единство и так далее и тому подобное. Нету никакого единства. Единство будет только тогда, когда все, что есть, выскажут и решать этот вопрос. Тебя послушать можно власть уныния. Что ты так избитый или запуганный разговариваешь? Абу Ансар Чеченов. У тебя понимание Абу Ансар Чеченов, к сожалению, неверное. Тебя послушать можно власть в унынии. Я не знаю, кого ты, что ты слушаешь и как ты понимаешь, но мне тебя реально жаль. Потому что конкретного вопроса я от тебя не услышал. Запуганы чем? Кем запуганы? Уж точно не тобой и не кем-либо. Мы не политические дебаты здесь ведем, чтобы ты говорил где-то завуалированно, за каким-то ником, об унынии или о запуганности. Чем пугать? Здесь конкретно идет речь о сказках, которые вы, к сожалению, пишете, рассказываете, и нужно каким-то образом эту ложь раскрывать. Мне без разницы. Занимайся своей историей, занимайся своими делами. Не лезь к нам. А если лезешь к нам, получишь по бубину. Вот и все, что тебе говорится. Никто не собирается тебе навязываться псевдо-мусульманским братством, псевдо-кровным братством. Занимаешься своим. Иди, занимайся. К нам не лезь. Вот о чем речь идет. Я не знаю, кто ты такой. О какой запуганности ты говоришь. Вы, конечно, удивительный народ. Люди, которые рассказывают какие-то небылицы. Стоит вас опровергнуть, сказать, что это ложь, что это не истина, у вас сразу появляется враг, ненавистник. От чего ненавистник? Кого ненавистник? Обоснуй свои слова.
Я тебя не оскорбляю, я тебе ничего не говорю. Обоснуй слова, расскажи, что произошло на самом деле. В чем ты видишь запуганность? В каких вопросах? В историческом плане обоснуй, или же в культурном, и так далее. Тому. Если да, есть некоторые моменты, которые я себя сдерживаю, о политкорректности. Есть конкретная политкорректность, которая не позволяет моему воспитанию говорить прилюдно и оскорблять людей. Или этносы, или тейпы, или фамилии. Потому что я четко для себя понимаю, что не все равны между собой. Один может быть хорошим, другой может быть плохим. Сколько людей материлось, оскорбляло, говорило различного рода нелепости о нашем народе и все остальное. Но мужество и достоинство этих людей, показывая свое лицо, обосновать. Вот в этом вы виноваты. Никто не может. Еще раз повторюсь, нет ни одного чеченского ученого, который бы говорил гадости про какой-либо народ. Простые бытовые разговоры, когда переходят, начинают дискуссию. Ты это сказал, я это сказал, высказать, конечно, могут. Этот сайт может сделать, этот черту может сделать. Это любой человек может. Для этого же и есть прямой эфир, чтобы вы зашли, поговорили, сказали, с этим я не согласен. Башлам, если не сложно, можешь рассказать про Тайп Чунгруай. Очень интересно было бы послушать заранее для резкого. Про Тайп Чунгруай что можно сказать? Что относится к гаплогруппе L3, что они исконно Нохчи Тайп, относятся к Харачоевской ветке Чунгруай, Чермуай, Эльстанчуай, некоторые Белхтуай и Харачуай. Вот. Башлам, сунох чего? Я говорю не власть, а впасть. Я не имею в виду, что тебя запугали. Я спросил, почему ты разговариваешь как проигравший, поэтому сказал правный. Все, бяхмобил. Я прошу прощения, Абу Ансар. Я, конечно, могу тоже ошибаться. Бяхмобил, интервал. Да не проигравший, Абу Ансар. Не проигравший. Валлахи не проигравший. Вообще. Просто меня выводят многие вещи, Абу Ансар. Когда небольшое количество дегенератов, умственно отсталых людей, могут оскорблять огромное количество людей. Народ может оскорблять. А мы хлопаем глазками. Он же не мне лично это сказал. Он же не мне это. То есть вот этого, то, что мой народ, моя родина, моя история, моя культура страдает от этого. Что это имеет последствия на будущее. Что это имеет последствия на политическое будущее. Политическое будущее и политическое прошлое, которое у нас есть, оно имеет огромное значение. То, что мы не можем сплотиться в едино, мы не можем определиться вечно вот этот дисбаланс в одну сторону, в другую сторону. Почему-то наша история сводится обязательно к каким-то историческим параллелям или к политическим параллелям. То есть делиться должны быть хорошие, плохие и так далее и тому подобное. Вот этого я не могу понять. Это приводит меня в уныние. Меня приводит уныние в том, что материальный мир, каким бы он ни был прекрасным, когда это преобладает над духовной частью большинства населения, вот это меня очень сильно пугает, это очень сильно меня раздражает и приводит в уныние. Я надеюсь, ты понимаешь, Абу Ансар, онохчувала. Тем более. Ахч diyecek, buakç diyecek, dünya diyecek. Halavur,
حقه إت ولا بخيت ولا تقا ولا بع ولا إزر ولا نوخشل قام موخ إستوري تدوخر غلق نوخشي يجري لربر معني ماري تسياتر عربواش كزاش قيتشاق تسياتر شيتس بيتر شتان دولدر يحخلر قيت قامنشت يحخلر شي موخ تعصبلر شي يش تعصيلر إمين لا يلا نوخشي خلشان حيك دلوشتول ديك حيك أومن حي مخكن حدغيرتر إلا خدل أخش بوخش ديك حال دولش خلي قاني خيريوت شمدوش قيرقسو ويديش ديسنق ويديش ويموخ ويبيتش ويلامنش ويديش تخوبا عنده إبيرشوك إدحاستوشوك إدوتشوك أرما ولنح حيخ ناتسيوناليست وون حيخ عيدل بلو وون حرسي هرو أولو موجو أولو قدق أول أدقدو حرسي سوات حعيد سوات حقية سوات حاجة تاني وتأق مؤنية شيني حال أي بيش تعالي درلو يوج حلق تاخل تعاوات هنا وصل ديش قولي خيتيش دعمتتيش ديش حوسيش قيتشنس حوسيش والله تابقي ألستاقين قون حاول دي خرش دي أشد إلا ويجري هر بوش ليلويش حلقوق ميشايو شو باتريوتيزم شو باتريوتش دات حاولت أحقيتشا حتى حوالح باتريوت ولا حيد سودية هينز حيقوما حقونا خلا خودية وهينز ويلو الويخ ويقوال إشت خلويش و يغوولش خلويش واتسا ديت ديش دات إخون دوليني يدوق حوالز دحوه ديك شو منت غيرش دال بوغ شونت أغيرش نيس وانته بق وانته ديب ديش درج أق حي موخر بوا داق حق أمخر دوا داق حي مرخل خريوا هر إيش داتي وش داتي سون إيش خزيري سون وش خزيري أحبوغ بيبق دات حوني بي قالك بي بقدات ولا دا بيقولوا والله تبا قسم نو اش بيتش بلا هي اشو تورش دوش دلا سوتسونت اخواتن سومواتيش باقس بوخ ميشابو حالات تامبوش وابيل بوخ تقولتو نغردوش دول هم تا يوقع دي سيادوش دول هم سون سلا تحيو سون دو Путь я halka его ищать. И мы плавно перейдем ко второму вопросу. Обязательно перейдем ко второму вопросу. В последнее время участившееся, это касается нашего общества, нашего подрастающего поколения, суицид и проблемы все исходящие, ведущие к этому. В чем проблема? В чем проблема и зараза 21 века среди нашего подрастающего поколения? Дальше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам. Башлам салам маршал ду Казахстанер. Ва алейкум ассалам Казахстанер. Вежишк. Аллах рез хил. Он хана вашна. Дерез хил. Карачаевич. Салам алейкум башлам. Ва алейкум салам. Как вы, чеченцы, относитесь к сотрудничеству с тюркским миром? Ведь немало чеченцев живут в Казахстане, в Турции. Для начала, скажу тебе честно, мы не считаем, я имею в виду карачаевцев, мы не считаем тюрками. Это исконно коренной народ, проживавший на Кавказе, который, к сожалению, утерял родной язык. Это раз, если ты карачаев. Ты хоть и не задавал этот вопрос, но я вообще тебе говорю. Исторически мы считаем, что карачаевцы и балкарцы это исконно
кавказский народ, автохтонный народ. Но язык они утеряли. Так считают и наши ученые, многие, с чем я и согласен. Что касается тюркских народов, отношение к тюркскому народу великолепное у чеченцев. Будь то это турки, будь то это киргизы, казахи, узбеки, да без разницы. Все тюркоязычным народам мы относимся великолепно. Но мы относимся категорически неприятно и отрицательно относимся к пантюркизму. То бишь, о чем мы говорим? О великом Туране, когда не учитывается мнение коренных жителей Кавказа, когда показывается карта, на котором Чечня входит, или Нохчичуя входит в некое государство, гипотетическое государство, на котором размещены все чуть ли не весь Кавказ, и за Кавказье, и так, ну ладно, я за другие республики, за другие государства молчу. Но видеть свою родину в каком-то тюркском государстве, для меня это немножко неприемлемо. Не немножко, а неприемлемо конкретно. Опять же, не учитываются наши права, опять же будут какие-то проблемы, опять же будет кровопролитие, опять же будут эти разговоры о том, что мы же мусульмане, и почему бы это государство не назвать тюркским и так далее и тому подобное. Никакой разницы я не вижу тогда. Какой смысл? Сколько лет воевали, прежде чем войти в Российскую империю? Сколько жизней положили? Сколько культурных ценностей мы утеряли? Как во время Кавказских войн, как во время депортации, как во время Первой мировой войны, Второй мировой войны лучшие сыны нашего народа положили свою жизнь. Как к народам тюркским мы относимся великолепно. Это мое понимание, тюркскому народу уважение. В свое время они в историческом плане показали себя как достойные воины, достойные в истории, я имею в виду, по-разному. Да, конечно, есть нюансы, которые не нравятся, это совсем другое. Есть многие вещи, которые нам нравятся и которые не нравятся. Да не обязательно тюркский мир должен под нас подглаживаться. Но это точно так же и обозначает, что мы не должны подглаживаться под тюркский мир. Кавказ это такой лоскуток, сказать, на карте, кусочек мира, на котором всегда пересекались геополитические интересы трех государств. Это Отоманская Турция, то есть тюрки в основе своей. Это персы, это Российская империя. Со всеми были и договора, были и войны, было и предательство. Поэтому в разные периоды, если вы хотите поспорить, сказать, а где, когда мы воевали, в разные периоды. Для нас Тамерлан является носителем тюркской идеи. Хотя он был эмиром и так далее. Это да, и вы можете сказать 13-14 век, но не факт. Для истории, для историческом плане, я вам говорю, что были такие. Воевали ли с персами? Да, воевали. Территория нашего народа была немножко иная. Это очень спорный вопрос. Очень спорный вопрос. Были ли... Да, есть моменты в историческом плане, где персидские шахи, доходя до наших земель, до наших лесов, теряли своих и полководцев, уничтожали и так далее и тому подобное. Это все было. Есть некоторые карты, которые многие сегодня очень не любят. Особенно эти карты 15-16 века, где земли чеченцев были вплоть до территории Каспийского моря, да некоторые даже до Дербента, не нравятся многим. Ну да ладно, нравится, не нравится, всем не угодишь. Мы, опять же, не претендуем на великое. Начинается вот это укалывание, а если вы были такими великие, какое у вас государство было и так далее и тому подобное. А кто сегодня может сказать, какое у него государство? Мифические государства, которые вы называете, к сожалению, где-то в каких-то маленьких промежутках упоминается, но в основе своей, как таковой, они не существовали в этом большом лоскутке истории, которая была на Кавказе. Да, вне всякого сомнения, государства такие, как албанское государство, аланское,
хазарский каганат, нет грузинское царство. Они существовали, о них есть хоть более или менее описанное культурное наследие и остатки. Хотя от Аланского царства фактически ничего не осталось. И потомки его, к сожалению, сегодня в плачевном состоянии. Что касается Аланского царства, хоть и многие сегодня пытаются на Кавказе приписать его к себе, носителями и, так сказать, членами этого государства, на сегодняшний день раздробленные они есть и существуют их. Это Нохчичу, Чечня, это Ингушетия, это Осетия, это карачаевцы, это балкарцы, это адыги в какой-то части. Что касается хазарского каганата, хазарский каганат — это некоторые, хоть и ученые, утверждают, что оно существовало, другие не существовало. Под кем оно пало? Под арабами оно пало, пишут арабы. Русские пишут, что оно пало под их князьями, то есть, объединившись, они уничтожили хазарский каганат. Я не пытаюсь сегодня, я не говорю ни в коем случае, что мы там, новчи, чеченцы их наказали. Нет, конечно. Или к радости, или к счастью, но всегда в нашей истории бывало такое, что кто бы ни был, какие бы войны ни были, чеченцы оказывались и на той, и на другой стороне. Это и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, это во время Тамерлана, нравится нам это или нет, это во время Аланского царства. Но во время Тамерлана мы были на стороне Тохтамыша, после какая-то часть, небольшая часть, которая ранее приняла ислам, были на стороне Тамерлана. Есть такие полевые материалы. Сейчас я не хочу углубляться в это. Не сильно мне нравится это. Но такова жизнь, так выживали, кто как умел. Что касается взаимоотношений, недавно было 9 мая, да, мы знаем. Были воины, чеченцы, которые дошли до Берлина на стороне Советского Союза, на стороне СССР. И одним из них является мой дедушка, ныне покойный. Дошел до Берлина. Потом, оставив свою военную службу, хоть ему предлагали дальше служить, он развернулся, когда узнал, что его родные в Казахстане, собрал все, что у него осталось, завернув небольшой клубочек, уехал в Казахстан искать своих родных. Нашел, хотя долго искал, не всех нашел, но ушел. Он не предал свой народ, он не показал себя трусом, но это и было. Были ли на стороне вермахта там 2-3 чеченцев или 10 чеченцев, я сказать не могу. Возможно, были, а может и не были. Война у каждого своя. И это показывает и во времена Ермолова, и во время имама Шамиля. Были мирные чеченцы, были и те, которые были на стороне больших чеченцев, то есть те, которые всегда воевали. Но, несмотря на это, наш народ очень удивительным образом всегда умел сохраняться. Ермолов и после него остальные военные генералы говорили, что самый тяжелый момент, когда происходила стычка между царскими войсками или любая ссора, чеченцы сразу уходили к своим в горы, то есть в Большую Чечню. Уходили от русских и уходили на сторону чеченцев. Из-за этого якобы к ним нету доверия. Вот, а в их понимании, если тебя бьют, что бы ты с тобой ни происходило, ты должен оставаться. Такого не было. По крайней мере, я говорю о Кавказской войне. И они уходили к своим, их принимали, их не называли предателями, их не называли ничем таким. Если ты конкретно не вредил своему государству, своему народу, то есть были такие мрази, которых я не хочу называть, их, конечно, убивали свои же, они долго не жили.
Или свои же, я имею в виду, своя их родня или их тейп уничтожал. Или же недовольные чем-то. В истории таких моментов много. Черные пятна, белые пятна есть у всех. И несмотря на это, были и на этой стороне, и на той стороне. Были ли во время Первой мировой войны? Ну, то, что были на стороне царской России, мы знаем это. Но были ли на стороне европейцев? Как видно, что были тоже. Потому что во время революции Топа Чермоев с небольшим хоть количеством перебрался во Франции, жил, там и умер. И дочь его умерла, некоторых экспроприировали, вернули домой, перезахоронили здесь. Но некоторые остались в Европе. И это сегодня показывает, наглядно есть тому доказательство. Вот так было всегда в нашей истории. Поэтому и в Хазарском царстве, и Аланском, и в Албанском государстве, то, что принимали Нохчи какое-то участие, не знаю, такой ли это удел для нашего народа, но это все было. Кто выживал, кто оставался в имени, в истории нашего народа? Наверное, те, кто больше всего, не те, которых там было 20 арабских скакунов, или была нефтедобывающая вышка. Я так скажу, со всем уважением к Топа Чермоеву, но в истории своего народа больше остался шейх Мансур, Байсангур Биноевский, Ахмад Автуринский, Талхиг, Иса Гендергноевский, Саадулла Гихинский. Так получилось, что в истории остались эти люди, которые по сути своей Шуайб Центароевский и много-много, Эский Чертоевский, много таких разных наибов. Так получилось, что или наравне, или больше, чем Топа Чермоев. Хотя Топа Чермоев был миллионером и так далее. Там Бейбулат Таймиев, великолепный политический и великая политическая и историческая личность, без преувеличения, среди нашего народа. Были ли у этих людей минусы? Конечно, были. Кто-то был слишком молодой, кто-то был хитрый, политически грамотный. Много разных людей было. И в истории разные люди остаются по-разному. Умные люди понимают, для чего все это было сделано. Глупые же только обвиняют и называют предателями и так далее. Нужно понимать, чего ты больше сделал для пользы своей родины, своего народа. Если ты много что-то сделал хорошего для родины, не для себя любимого, а для родины, ты остаешься в имени этого на тысячи лет в истории этого народа. Если ты для себя это делал, то это маловероятно. Может, останешься, но не на большой срок. Или до тех пор, пока тебя определенные личности не будут использовать для своих каких-то политических амбиций или мировоззрений. Вот. Поэтому для меня тюркский мир – это обычный мир. Если он исламский, по вере я мусульманин, они мне братья, да, но тюркский мир должен быть для тюрков, и мы к нему относимся очень хорошо, как братьям мусульманам, как тюркам, но для себя они хороши. И мы не хотим быть поглощены кем-то или быть тюрками. Мы хотим оставаться Нохчей народом, со своим языком, со своей культурой и со своей родиной. Если к нам будут относиться с уважением и как равными, не рабам, а равным, мы всегда воспринимаем таких людей с достоинством. Ни выше, ни ниже. Плебейство, подхалимство, вылизывание – это удел
слабых и убогих. Может быть, определенный период истории приходится под натиском, под силою хитрить, согласиться, но жить всю жизнь так. Это, извини меня, не тактика. Это уже характер сформированного этого народа. Поэтому нужно понимать, отношения к тюркскому миру хорошие. Но до тех пор, пока они у себя дома живут, этот тюркский мир. Когда этот тюркский мир пытается тебе наложить сверху, и показывая весь Кавказ, все вокруг Каспийского моря, указывать, что это тюркский мир, с таким понятием мало кто согласится. Опять же повторюсь, достойный, сильный представитель нашего нохчи народа никогда с этим не согласится. Потому что нохчи народ всегда хочет быть на равных. Какой бы большой этот народ не был, какие бы амбиции у него не были, мы не видим никого выше себя. Над нами только Всевышний Аллах и небо. Больше никого нет. Кто бы ни что бы ни делал, это, к сожалению, или к радости, это генетический код свободных, здравых, автохтонных народов Кавказа. Тот, кто так же думает, если он думает. Если нет, это его проблема. Тюрки хорошие братья-мусульмане у себя дома. Какие у них политические мировоззрения, мы тоже знаем. Как жили там, знаем, как живут там до сих пор. Нам потомки мухаджиров все рассказали, мы с ними общаемся. У них дома ты должен быть тюрком, ты должен быть турком, говорить на их языке и жить по их правилам. Мы это понимаем и уважаем, но не нужно свои правила и со своим уставом лезть к нам и навязывать их. Мы давно по воле Всевышнего Аллаха мусульмане, единобожники. Я не говорю про там умственно отсталых язычников и деградантов. Нам своего хватает. Оставьте нас в покое. Я вообще не тебе говорю гипотетически. Оставьте нас со своим европейским миром, другим миром, третьим миром. Нам это не нужно. Мы нохчи, мы живем по своим законам. Варварским, дикарским. Джамалудин это сказал. Или другой хачиалист нарнийский это сказал. Нам наплевать. Ты можешь хоть чему поклоняться и уходить за хоть какой хочешь камень замуж. Ну, мы так не живем. Оставьте нас жить так, как нас создал Всевышний, так, как мы хотим жить. Мы вашего не требуем, но и к нам не лезьте. Это касается любой американец, китаец, узбек, киргиз, да любого человека. В своем мире мы к вам приедем, мы с радостью, гостеприимством, братством вас примем у себя, мы к вам в гости приедем. Но все это должно оставаться в рамках равных. Не упрекать, мы когда-то монголы управляли полумиром. Ну и где сегодня монголы? Какое великое государство у них осталось? Со всем уважением к монгольскому там народу, Бяхмавилыш. Да. Со эфире Аукунбара. Нет, это МЧС. Ну, обожающий, сейчас я занят в эфире. Давай. Поэтому со всем уважением ко всем относимся, но у каждого давайте лучше жить у себя дома по своим правилам и делиться своим богатым опытом. Так. Ассаламу алейкум, башламу. Ва алейкум ассалам бякхандела ваша мадатесия. Он явно копяки, но он жимнускалде, но он чудатеса. Бислушан сирше везри, карума яна. Я не верю в массовое превосходство, но я верю в превосходство нравственно. И я знаю, что незаконно рожденный халуй
не имеющие ни морального, ни богобоязненного идеала, мне не ровня. Неплохо сказано. Башлам, я вижу в последнее время много умников называется, если гаплогруппа J1 приписывают Дагестану, и J2 типа Нахская, в корне не согласен. J2 больше в Армении. И теперь что мне думать? Уважаемые мои братья и сестры, только тупорылые, безграмотные бараны могут говорить, что J1 это Дагестан, J2 это Нахская ветка, L3 что это пуштуны, Q это Алтай и Сибирь и монголы и так далее и тому подобное. Не верьте вы, ни одна гаплогруппа не приписывает, не показывает национальность. J1 это не значит дагестанец, J2 это не значит, что ночью. Абсолютно нет. ДНК, гаплогруппа ДНК показывает, и нормально любой ученый вам скажет, все 10 человек, что он не показывает национальность гаплогруппы. Гаплогруппа показывает родство, родственные взаимоотношения. То есть от кого кто произошел или и так далее. Если же вы просите у меня, спрашиваете у меня, как же так и так далее, то я хочу, чтобы вы понимали, уважаемые мои братья и сестры, все 4 главные ветки, основные большие 4 ветки, они связаны кровью, это является единым одним этносом. Это раз. Во-вторых, что касается истории. Исторически мы знаем, что на Кавказе вообще, опять же, уходим, да, более древние описания грузинскими учеными, другими учеными. Если говорить исторически, то был Кавказ, был Лек, и они были братьями. Остальные, да, оставим, да, среди автохтонных народов. Очень много J1 и J2 есть и в Грузии. Особенно на стыке наших соседних регионов. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы грузины? Или это говорит о том, что они являются чеченцами? Нет, конечно же. Нет. Любому Тушину сегодня скажи. Евсуру скажи. Другое. Если у него J1, если у него J2, что это говорит? Что они наши? Или пшавы? Или сваны? Что они наши? Да, в разговорах, что когда-то они от нас ушли и стали христианами и так далее и тому подобное. Но сегодня вы спросите, ни один из них не скажет, что он является там, Нохчи является, или грузин, или дагестанец является. Это тупость. Это тупость, особенно те люди, которые говорят про ветку J, локализована на Кавказе, она находится, да, в Чечено-Ингушетии в основном. В Дагестане, Чечне, Ингушетии. Но по сути своей, откуда его корень, если вы берете, посмотрите, вам не понравится это. Не верьте, просто огромное количество в более закрытом обществе, а наш народ был закрытым, и здесь нету такого большого, прямо огромного количества сброда, это неправильно, разных гаплогрупп нету, как в других местах, допустим, в Европе или в Америке или в других местах, где государство формировалось за счет мигрантов, прибывших и так далее и тому подобное. Здесь оставались многие, может, как бы это ни показалось, хорошо или нет, здесь кровью проливая кровь, добываясь отвагой, смелостью, мужеством, своей воинственностью, оставались остатки разных, немногих, кто и культурно, и честью, доблестью показывал. И вот таким образом сформировались на Кавказе те большие этносы, которые есть автохтонные народы. Но ученые говорят, опять же, какие-то небольшие части пришли, и они показали себя как воины, показали себя достойные, и они слились и стали единой частью этого народа. Но заметьте, сегодня есть ученые, которые говорят, что гунны, они являются, но кумыкские ученые говорят, что они кумыки. Есть кто указывает, что гунны это якобы наши гуной, Нохчи-Тейп и так далее и тому подобное. Но хотя у гуной гаплогруппа J1, J2, а хунну или гунну, который мы знаем, с севера Китая,
Так у меня возникает вопрос. Кто Гуной? Они китайцы? Или кто такие кумыки? Они китайцы? С севера Китая пришли? И так далее и тому подобное. Они говорят, что в хазарском каганате был все нижний, верхний слой были якобы жюкты, а нижний слой, опять же, самое, что не есть йеменские ашкенази, корень, по крайней мере, ученые. Йеменские ашкенази, то есть евреи, у них гаплогруппа какая? J1, ветка, J2. Это обозначает, что мы ногчи являемся евреями? Нет. С чего взяли, что здесь является сюли? У сюли, вы знаете, нравы, традиции, никто никогда, ни один сюли не захочет быть ногчи. Я вам зачитал историю одного из прямых потомков сына имама Шамиля. Имам Шамиль сегодня для Дагестана это все. Фонды, имя, главные аллеи. Сегодня он герой номер 1 в Дагестане. И национальности, которые его приписывают, неважно, что его приписывают себе и грузины, приписывают и турки, приписывают и кумыки, приписывают, все приписывают себе. Но одна из главных версий, что он был гимринским, кажется, да, с гимров он был, что он является аварцем. Опять же, что мешало аварцу, имаму Шамилю сказать своему сыну, женись там только на нашей и так далее и тому подобное. Или отказаться, назвать себя после того, как он остался один, брошенным и пришел в Чечню. Он же не сказал, все, после этого у меня чеченские корни, я являюсь чеченцем. Нет, не сказал. Сюли не станет чеченцем. И чеченец, само собой, никогда в жизни не станет сюли, если он его, как говорится, чистая кровь. Каждый останется при своих. С учетом современной науки, современной исламского образования, многие знают, что приписывать себя к чужому отцу – это один из непростых грехов, и этот человек может себе готовить место в аду. Поэтому сюли остается сюли, ногчи остается ногчи. А тот, кто по J1 или J2 приписывает к сюли, опять же повторюсь, J1, J2 может быть у любой национальности. Где-то, кто сдал очень много ДНК, вылезти может 10 человек. А если у монголов вылезет J1, J2? А если у других, это получается, отсюда ушли туда? А если у китайцев? Опять же, я вам говорю про гуннов и так далее и тому подобное. Вы помните, что произошло буквально года 2 тому назад, когда нашли ранние аланские раскопки, захоронения? О, панику подняли, стали ДНК, а там захоронение аланское, все остальное. Гаплогруппа вышла какая? Непорядок какой. Q вышла. Или J1 вышла. И J1 у ногчи, и Q у ногчи. В основе своей шуной. Это раннее аланское захоронение было. Это даже не позднее аланское, а раннее аланское захоронение. Q это шуной, это Уардлой, это Энгной, это частично Эшбатвой, это есть и Дишни и так далее и тому подобное. J1 то же самое. Поэтому тупорылым баранам, которые говорят, что J1 это обязательно к сюли относится, еще раз повторюсь, ДНК показывают родство кому-либо. Родство. Опять же, нужно смотреть, сколько тысяч лет назад, или 2000 лет, 1500 лет тому назад. Когда-то все это произошли от Адама и Евы тоже, да? Просто кто-то остался здесь, кто-то ушел туда, кто-то перенял их культуру, их язык, с кем они там были в перемесе. Мы более закрыты здесь. Мы же считаем свой язык более древним, более со времен Ибраима. Мы называем себя народом Ноха, алейхиссалам. Мы не говорим, что другие не были от Ноя. Нет. Но что имя и название мы сохранили. По крайней мере, есть такая версия, и никто от нее не отказывается и не откажет. Поэтому вот эти сказки про J1, что это сюли, J2, это нахская ветка, это чушь собачья. Достойные сыны ногчи народа, причем и ингушского народа тоже самое,
которые с кровью там прижимают к себе, говорят, что вот мы самые чистые, есть и там J1. И это не говорит о том, что они сюли. Среди грузин есть очень много J1. И это не говорит, что они сюли. Когда сформировался этот народ, они же тоже определенное время сформировались. А когда-то не было такого понимания, как сюли. Они все были потомками Лека. А Лек и Кавказус были два брата. Ну вот возникает вопрос. Если они были два брата, у одного J1, у другого J2 и так далее и тому подобное. Тупость моросить может каждый, обвинить может каждый. И сегодня не только эта проблема. И есть некоторые сюли, которые перешли границу и говорят, что чуть ли и Шарой весь их принадлежит, и Тумкалинские башни, я же вам говорю, это не просто так. Эти вещи оставлять нельзя. Эти вещи нужно всегда держать, как говорится, на карандаше. Ко всему нужно на доказательную базу подвести ко всему итогу. Но мы нет. Нам кто-нибудь скажет, что 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, мы все оставляем, срываемся, оставляем. А они никогда не оставляют. И когда с нашего молчаливого согласия нам нарницы всех мастей начинают приписывать. И ценам сюли бывает, чем игр, ценам может чем игр. Эйнхи, Гюльденштейн пишет, от белая речка, название. Да, Цбаса, Кенхи. И мне ночью уснул доказывать дальше, что Кенхи, а что побежу так, сюли, а это с имамом Шамилем очень многие пришли. Имам Шамиль многих переселил сюда. Ладно, у меня заканчивается трафик, мне нужно быстро вопросы зачитать, и я постараюсь продлить, у меня ограниченный Юсахан. Сундер, мы продолжим дискуссию, сейчас я посмотрю, какие вопросы. Ассаламу алейкум башлам. Кто передал землю возле озера Казиной Ам, как им удалось это провернуть, передать такой большой участок земли Дагестану? Никто не протестовал из чеченцев. Отвечу. Ваша валлахи чодик ечмаухон сахуях абох шунах хабук лешу тқавай қам хинца дик ях ждац вайдючун вайнт ях бяш балхана лулхваш. Так, этот вопрос я тоже отвечу. Башлам, до 21 года Бамут в каком округе был? Так, Башлам, представь с маленькой Чечни до Берлина с автоматом дойти. Салам алейкум, Башлам. Не поймите неправильно, уважаю чеченцев, но мне кажется, или вы, чеченцы, хотите быть ведущей имперской нацией на Кавказе из-за своей численности. Не поймите неправильно, говорит Самиль Котов. Я отвечу. Не поймите неправильно, уважаю вас. Отвечу обязательно. Башлам Гитлер, лучший друг, говорят, ингуш был на Серкорта Башир Бог. Ты слышал о нем? Отвечу. Если была на стороне вермахта, то даже поговорить, потому что русский. Так, отвечу. Заур Гитлер говорит так. Друзья, да, когда-то римские легионы держали полмира, а теперь они сами в рабстве у США. Так, Башлам, 87% J2. Так, Вежри, Расул Алиев, я прошу вас, всех, кого я не зачитал, я сейчас перезагружу, зайдите, и мы ответим на ваши вопросы. Прошу вас, отправите на ауту, ответите, но... Для поддержки канала закрепленный аутига в чате лека. И все описания стрима ютига, шея ссылки.
А, Надеюсь, сейчас постараемся ответить. А, Ваши вопросы я попрошу, чтобы вы перезадали, те, которые я не успел ответить. Про великие государства я запомнилось то, что отложилось, и про то, что мы якобы претендуем на имперские какие-то амбиции, то есть главным народом быть на Кавказе. Я отвечу на этот вопрос обязательно, в первую очередь, закончив на вопрос моего брата Омара. Но до того, как мы начнем, я хочу поблагодарить Айса Кудерменский и Ибрагим Зе. Написано, два человека. Один в самом начале задонатил, и Ибрагим Зе сейчас только что задонатил. Ибрагим и Айса Дерес Хил Далсид Валшун. Сумма, как говорится, не важна. Вы знаете, что каждая, как говорится, копейка нам очень важна. Огромная благодарность за поддержку, за то, что не забывайте поддерживать наш канал. Dalsīdu vēl būtiski ezerskā sūdoļu tilkšojas. Ar sundēt nekdu ezer sūdoļu ilkšu. İşte дукольч ши эзер олсун, хи дукольч ко эзер ба миллион. А теперь отвечу со всем уважением. Кажется, написал опять же представитель одного из тюркских народов. Сейчас я отвечу и вам, и по очереди. Башлам 87%, J2, которые так кечатся. На армейцев взято у 300-400 человек, которые они выдают как общий ДНК. Показало, что они родственны с чеченскими тейпами и с другими. Я знаю, я об этом говорил. Еще раз повторюсь, я вообще как таковой без разницы. Массово ДНК не сдавали. Ну, почему-то с такими разговорами от Яна Потоцкого и всего остальное, для уточнения, я думаю, нужно сдавать всем поголовно ДНК. Тогда боюсь, что картина будет немножко иначе у всех. Возможно. Ну ладно, мы сейчас не об этом говорим, а то, что количество мы это приводили, что даже 50 из 100% Чеченской Республики даже 20% не сдали ДНК-тест. Даже 20 не сдали. Хотя мне начинают говорить, это не важно, с фамилией главное, один человек сдал их, вот нет. Это все лабуда. И если сдавать, если говорить о более правильном тестировании, нужно сдавать всем, без исключения всем. Но боюсь, что это, конечно же, покажет немножко иную картину. Ну да ладно, сейчас не про это говорим. По 87% я Расул ответил. Что касается вопроса, я не знаю, или сестра, или парень, брат из тюркского народа, на амбиции, чеченские амбиции якобы и так далее. Отвечу таким макаром. Поскольку я веду исторический блог, немножко про историю, да, мы говорим в основном. За всю историю человечества, существования нашего народа, никогда Чечня не претендовала на какие-то, как говорится, имперские амбиции. Никогда. Никогда не захватывала ни у кого ни куска земли. Это раз. Во-вторых, исторически, по крайней мере. Что касается упреков и касается вот моментов, где говорится, могут сказать, допустим, русские, и сказать, вас называют варварами,
так далее и тому подобное, которые нападают на народ. Не от братьев, которые живут у нас на южной стороне, не от, само собой, каких-либо сюли и остальных народов, которые живут по соседству. Конечно же, какие-то случаи там, бандитизма или бытового бандитизма, так сказать, вполне возможно, что они были со всех сторон. И оттуда сюда, и оттуда туда. Не без этого. Мы не можем судить людей по одному или двум бандитам. До тех пор, пока не пришли, многие, даже я вам говорил, в истории говорится о том, что вот эта кража даже невест, исторически подтверждено, что это не кавказские обычаи и традиции воровать невесту. Это вот пришло от тех самых тюрков, монголов, точнее монголов и татар после. Сперва были монголы, а потом монголо-татары. Прошу не путать, я всегда хочу, чтобы вы поделили этот момент. Это их традиции воровать невесту, там, одевать или мешок, или закатывать его в какое-то одеяло и воровать. Это у них взяли. Нападение, угонение, то, что угоняли скот и так далее, это взяли тоже у них, у тюрков. Точнее, у монголов и тюрков. Чтобы было понятно, в истории у нас такого не было. И в адатах чеченских это, кстати, очень четко описывается, что этого не было. Это пришло все извне. Извне появились нападения. И когда некоторые терские казаки рассказывают, вот нападали на станицу, угоняли скот, возникает вопрос, а когда вы сжигали, при помощи Ермолова угоняли до 2 миллионов голов скота, мелкого и крупного рогатого, когда вы выжигали сакли, писали об этом стихи и песни, о том, как разоряли, уничтожали по левому берегу Терека чеченские сакли и так далее и тому подобное. В то время они не называли их варварами своих. Они освобождали землю от варваров и перекинули чеченцев на правую сторону Терека. Потом перекинули на правую сторону Сунжи и так далее и тому. И когда чеченцев загнали в угол, им приходилось выживать, и за счет этого они делали набеги, чтобы не умереть. Опять же, от голодной смерти, потому что все пахотные земли, все плодородные земли, их скот, когда забирают, угоняют, кто не согласен и подводит их к этому, конечно же, они будут. Я не оправдываю, ни в коем случае мы говорим об истории. Но человек, по сути своей, тем более такие с быстрой кровью кавказцам, нужно было выживать. И они защищались как умели. И выживали таким образом. А до этого, до прихода на Кавказ, России, почему не описывается? Ведь в Грузии Ирвай, на другой горе Аккуай, на третьей горе Пхантуай, на другой горе Чанти, другой горе Чинхуай. И когда до их земель доходило, само собой, отдавая определенную мзду, они уходили, проходили. И не было ничего в этом, как говорится, странного. Это было. Но не было такого, чтобы называли варварами, чтобы чеченцы расширяли свои границы. Но чеченцы прекрасно помнят и знают, какова, по крайней мере, была когда-то их историческая родина. Поскольку находят одни и те же культурные ценности, как в сердце нашей родины, так по ее окраинам и в некоторых соседних регионах. Возникает вопрос, так кто где жил? И мы подойдем сейчас к другому вопросу, к ответу про казино Ам. Часть, которую передали Дагестану при помощи хорошей спецоперации Даниалова и некого, то ли его фамилия Боков, то ли Беков,
которые подписали этот документ, который я опубликовал, это в 1983 году, отдали часть Козиной Ам, который никогда не входил в Дагестан. Никогда. Юэзен Ам не принадлежал им и не был. Да какого принадлежал и нет, может быть речи, если Сюли по сути своей жили за Вайхой. Дал им Мехаль Хедек, Ансалт Хедадек, я вообще молчу. Я просто туда не лезу, потому что у меня нету привычки вот эти более ранние периоды, как говорится. Поэтому никогда не переходили и никогда не лезли. Не пытались строить великое государство. Независимое пытались. Ни от кого независимое пытались. Но навязывать грузинам, кабардинцам, осетинам, дагестанцам, терским казакам никто навязывать свои правила не хотел. Когда себя вели достойно, мы с достоинством относились к ним. Когда просили политическое убежище, они получали политическое убежище. А кто не получал здесь политическое убежище? Назовите хоть одно соседнее государство или республику, которое не получило здесь политическое убежище. Хоть одну национальность. Грузины получали, в том числе и первый президент республики, независимой республики Грузия. Звет Гамсахурди. Под покровительством соседних братских народов, таких как Ночь. Нет, говорите? Можем проверить. Так. И пока я говорил, так я в... Так. И Анзор, еще один брат, два брата поддержали наш эфир, помогли донатом. Анзор ДРС Хил, еще один брат ДРС Хилшун, она осталдар на мой канал поддержать. Без вашей поддержки бы мы никак не справились и не смогли бы дальше существовать. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. Ну, вот сегодня есть 4 человека, которые нас поддержали. Не 400, а 4. Спасибо за ответ. А теперь второй вопрос. Правда, что вы с ингушами давно были единым народом под названием Нахи, но в годы СССР вас искусственно поделили чеченцев и ингушей? Нет, неправда. Во-первых, никакого народа Нахи не существовали. Были Нахче. Это раз. Во-вторых, во время СССР нас никто не делил и никто не объединял. Это тоже ложь и неправда. Были ли мы одним народом? Да, были когда-то одним народом. В 16, так сказать, в первой половине 17 века, даже в первой половине 18 века. Считается вообще 17 век той датой, которой мы были едиными. После, при помощи царской России, мы стали уже близко родственными, но не единым народом, одним языком. А Нахи, термин Нахи, искусство выдуман евреем Яковлевым, его помощником Мальсаговым в 1928 году. Как слово Нахи и Вайнахи альтернатива слову Нахче
через А, Нахчи, Нохчи и чеченцы. Чтобы вот эти два слова нелюбимых не существовало, были выдуманы для чеченцев, ингушей и бацбийцев. Название вайнахи. Анахи то же самое, опять же, выдумано им же. Это неологизм. Вот. Как слово нахи нахчи, вайнахи использовалось, то есть вайнах, гергернах, луларнах, эрбюльнах, аудалнах и так далее. Нах – это люди, чи – это человек. Понимаете? Поэтому то, что вы задали вопрос, ни один не является достоверным. СССР ввел фактически в обиход слово вайнахи, инахи, так можно сказать. А более ранее вы можете почитать у Берже, один из самых сильнейших ученых царской России, который на Кавказе провел фактически всю свою жизнь, всю свою работу. Посмотрите, почитайте, узнаете, кто является. Грузины называли нас дзурдзуками, кистинцами. Татары нас называли мизджегами, мачугашларцами. Вот. Есть и некоторые разные районы. По реке Мичик называли мичикизовцами, по горам Качкалык называли качкалыковцами. Искерк, по речке Искерк, искеринцы на родном языке, а потом тюркским стал ичкеринцами назвали. И так далее, шуботы, небуты и так далее. Вот эти названия и остальное, которые дали, как сказать, сами себя мы как называем, как называем. Омар, он ответил. Я ответил на ваш вопрос. Если у вас есть еще Шамиль Койтов вопросы, отвечу. Башлам, соседи говорят, что Боков не мог сопротивляться, типа он просто формально подписал решение, было с Москвы, типа. Опять же, да, отвечая на вопрос этот. Мог ли он подписать, не мог ли он подписать, председатель правительства. Были ли в тот период власть была не такая, как сейчас. Выйти на митинги, протестовать и так далее и тому подобное, такого не было. В то время отдал. Кто противостоял, поднимал панику, бунт. КГБ мгновенно реагировало, и вопрос решался. Не забывайте, что это в советское время, это время, когда самое важное был интернационализм, идея интернационализма. Все люди, все граждане СССР, все, не должно быть никакого национального вопроса и так далее и тому подобное. И вот что Боков подписал, не хотя, я в это, конечно, очень сомневаюсь, потому что почему Гайрбеков, который вернулся после восстановления уже ЧССР, после возвращения с депортации, Гайрбеков смог отстоять многие моменты по многим вопросам пограничным, а Боков, который в 80-х годах через 30 лет не смог, ну, я не знаю. С Москвы сказали, с Москвы сделали это, ну, сегодня тоже я могу тоже сказать. Вот мне в Москве сказали это не говорить, и я буду говорить то, что мне Москва сказала. Это чушь собачья. Значит, а почему Москва сказала отдать Дагестану, у которого огромнейшая республика, которая все почти что земли Грозненского, некогда Грозненской области земли получила, дошла уже вплоть до Калмыкии, Ставропольские земли теперь в составе Дагестана, они говорят, это исконно, Северный Дагестан, это исконно дагестанские земли, которых никогда не было.
Никогда они не входили в Дагестан. Сегодня почему Дагестану оторвали от Чечни и отдали часть земли? Вам не кажется очень странным это? Почему от Чечни отдали? Почему не отдали там же от Калмыкии или от Ставропольского края? Не возникает вопрос. Думаю, многие могут не была густо заселен. После возвращения с депортации категорически было запрещено заселять Чеберлоевский, ныне это уже Веденский, Шароевский, Итумкалинский, Галанчожский, частично Шатойский район. В горную часть Чечни было запрещено селиться чеченцам, не давали селиться туда. Только единицы могли поселиться и остаться там. Шаройский район, Чеберлоевский район были заселены в плоскостные территории Наурского района, Шилковской и часть Каргалиновской, то есть бывшей Грозненской области. Им нельзя было возвращаться. Возможно, если бы все, кто проживал в Чеберлоевском районе, все, кто проживал там и так далее в остальных районах, знали бы об этом, бы возмутились, как сегодня это делают ауховцы. Дай Аллах им силы и мудрости, чтобы могли отстоять землю своих отцов, наших отцов и нашего народа. Ауховцы — это наш народ, часть нашего народа. Поэтому я не отделяю в этом плане. Сегодня же отдают, вы посмотрите, какие там кляузы, которые пишут, говорят, что эти земли под сельхозугодие имеют право раздавать и так далее. Там, почему? Почему только в Новолакском районе? Опять же, есть эти районы, которые до Ставропольского края, северная часть Дагестана, более плодородные, более все. Почему там не берут землю? А именно в Ауховском районе, ныне Новолакском и Казбековском районе раздают землю. Почему там, а не на плоскостной территории, где земли большие, где пастбища большие? Почему не там? А именно в спорном Ауховском районе. Я вижу в этом только одно. Я думаю, как и все остальные. Поэтому мое понимание так. Сегодня тоже, не сегодня, в 2018 году тоже сказали, по-братски решите между собой эти вопросы. Сказали Дагестану, Чечне, Ингушетии, Осетии. С Осетией вопросы даже, часть, которую Терек повернул, Ставропольский край, Осетия, они без всяких разговоров все отдали Чечне. Все, вопрос закрыт. С Дагестаном не так. Дагестан, который взял огромные гектары земли для аренды, для пастбища, начали писать, что нет, не хотим, панику подняли. По Кизлярскому району сразу Дудаев отдал нам эти земли, этот кусок земли, это наше и так далее. И с чем это все закончилось? Закончилось это тем, что земли, очищены от разных кафешек и ресторанов, вернулись исконно их хозяевам, то бишь ногчи народу. Мы говорим о северо-восточных землях. Это по Кизлярскому куску. Вот. Законом, все по закону. Остальные власти Чечни сказали, хоть 12 часов ночи. У нас есть документы, у нас есть карты, мы знаем, что это наши земли. Что произошло? Заморозили Дагестан до лучших времен. А потом война в Украине началась, пандемия, война в Украине и все. Ну, война или спецоперация, как правильно. Спецоперация СВО и так далее. Так и застрял. Ну, что было с Ингушетией, вы знаете. Отдали 7 сел, 71 тысяч квадратных метров спорной территории. Вернули кусок Галанчожского, ныне Серноводского района.
небольшую часть сверху тоже там выровняли, где Горогорский пост передвинули вглубь Чечни. Их вернули. Раз. Сегодня они делают наклейки, коврики для молитвы, книги и говорят, что конкретно. Сошлись в 1934 году. Так и разойтись нужно. Все. А так не хотят. Тогда бы, извините, часть Малгобекского, Сунжинского района была бы там, где они добровольно вошли в состав Чечни, чеченской автономии. Ну да ладно, сейчас я не хочу углубляться в эту тему. Вы знаете прекрасно, что я владею всей этой информацией. Там информация. Кем они себя считают, это уже другой вопрос. После драки, как говорится, кулаками не машут. Чечня с Россией, кто первым напал? Центровский, кто первым напал? Чечня не может напасть. Чечня, точнее, Нохчи не могли напасть. У нас не было такой мощи и не было никогда таких амбиций. Это уже ответ на твой вопрос. А Россия это великая империя была на тот период. И она распространяла свое геополитическое влияние. Она распространяла, с другой стороны Турция распространяла, с третьей стороны Персия. И вот мы на этом куске своей родины сопротивлялись как могли, пытались заключить договор с османами. Но они кинули, предали, оставили, так сказать, пытались заключить с персами, еще во времена Бейбулата Таймиева, они тоже кинули, предали. России пытались сопротивляться, сколько могли, каковы были, насколько были силы, но проиграли. Положили треть населения, потеряли огромное количество земель. Кто в этом виноват, кто не виноват, сложно сказать. Виноваты в первую очередь мы сами.
وينك وين شقيت شنو أنا وسط سندرة شين لو شو عاوي عيغا دوي تلا دوي دب 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 ولا نخشي قام هلك دويتي سي عن دويتي غوشي يبقى بيتانتوسي مالغر ناركوتيك لوبوي هم يبقى يرجع يسمى ويقام دوق ديردو هم ديقا دوقي تان ابازلوي وقن شي ابازلوي غوشالوتي يحيوش قون خواي هلك بويتي اخت عشبور ديك شوش تان كويرت هما توشا Давай охтаем во где идешь по так. Такова была, по крайней мере, история раньше. Я не за будущее говорю, я говорю за прошлое. Я беш иштвар Бог датсайс. Ну, бъртса хиларо. Ам халлак дойтит. Биек болит, вирш биек болит, тейпнашк биек болит, ярчан биек болит, уашнашан биек болит. Так хвай халлак до. Так хвай халлак до бършнах. Тихомш, Зудри, Қалсаг, Мри. Дайс яғбюлут аққам дух. Қиеч әргмабан қиеч онд әрче цер ден цән дин дол берші адо қонақчы ду борда хойт. Әхуду цер нақчыл. زوجنا حوالي بيقيم ذات يح يح نخشل عادة غلق فشت نيتو حوش وشو شيجر جيم هم شحشو ديا يويش تأخ وشيتونخ نخشل خردات موخ خربات دي موخ خربات سان بيدات حيلات دالا حيوت دالا شيء كيسن إباز ديل شانه شيء ده دق يغوتر يصير هر موحك بغوتر دوار قام بغوتر دوار هر موحت بغوتر بو شادك دوتر أس يغط أقبخ وينك تسيوش وين قينك خيل شانه عاوان قيش شمو شيء لو أقليلي شانه وين بير باردو ده وحا خوشي يت إبو حيش ولاح يأوش ولاح يتسان حارز بوش ده تخمو ميلش دو خايون او خودينا خايون بوش فميلش دو ها تاكني بوهاي يح نخشل غلق غلق عادت حي موات حي يورت حي قام وحاس دويتش تسخولي حي تشوح والله تسخولي راح إلت آخر وقت حي تشوح والله تسخولي راح إلت آخر وقت лей Бог не в прямом смысле, но حي قومن лейх لبيزه лей Бог كدو حي قومن قطر ديكنيك خليت راج حي مخكن ديكنيك خليت راج حي يورتن ديكنيك خليت راج نيق بلا نيق ديك بيش كيرت يشوا كيرت ديكياش خوديش تو قحويكشو همان تيح خوديك تشقوش حي مخك حي قومن خزل ديكل ويغاش شولي قيتشان هو إيل خير وقت حتشوح إيلا والشو أرح не прокатит. Там совсем другие взгляды и, как говорится, у них свой устав. Так не получается. Поэтому я же и говорю, у тюрков свой устав, свои понимания и своя жизнь, свои понятия, свои адаты, как бы они ни назывались. У русских свои, у других свои. Сегодня 21 век, каждый может жить, развиваться, строить взаимоотношения между соседями, с собой. Великолепные отношения. Кто-нибудь тебе мешает? Нет, не мешает. Если ты будешь умным. Если, конечно, ты будешь быком, лезть везде, тогда не получится. Но зунзаумга. وإيش تويغوشي تيح قحوكش أوشي هنا غستل دغيرش أوشي تسانكيبا ديكنيك خلغيرش جرقلوش أخدغيرش ويتسخولي ويتسا قام خل داخوتر دات باتشال خلا داخوتر يات وي
ihum pitan lilda. Oshie pitnashtash, oshie muatbiach, oshie vietreach, wachketraach, tiachtorach, walili. Zonach dacht samen dat dacht wel aan de bagatse uur, hoe bagatse uur. جبتي سنة الدنيا ميالدو دعي صدقنا هذا شادك صدق بوش حين إباز دلشان حين إحدى لا داتس حين لو أقليلة دشليلو هر سوغر بخميليون دون هر مايلستروغر مشيانيون هر دون صبور مستيلا حي قوما بيجريشان عاي بلوغرش ولاقيشان بخميليون 9 مليون مستيلا ميشاهد الله رادي ريكلامي بافا دوتي شون خاز بيك شون ماز بيك شون любой سوليمك اش любой он дало شين بافاس خيلчане شون киргиз شون узбек нохчи нет هقاوي нохчи иш блогерш бац шун нохчи блогерш والله бац есть русские блогеры Майлстрой, есть русские блогеры Тамаев и так далее и тому подобное. Нохчи блогерш бума бахлаш. Иш бахт шо нохчи блогерш. Шун бума та. Нохчи хила худина. Моссуз элла. Мяла не ради пафоса. Не ради чего-то хайпа. Просто простой адмиш сани хажа цель. هو حاشته هو проблем شو حاجيو تاجا دنيا سام سدينا تان حدوش ما داتسي هوندلاز نوخشي مسير دوغ هوندلاز سون بويتو يخش سو نوخشي تسليل وشو دير سو تسي سو نوخشي تسليل وشو سو نوخشي شو سون دين داتي نوخشي قومن دين دو وي دوغ لاز دير قومن وير اشتيو Ой, мацол цум будет яха. Нохши кома. Тешан бях güne ямартина söyleş ol. Hundaç kan çüns mogite. Kana suyasa mogite do qiya çünsa motor qiya çünsa mogite. А цель яцкой понятие. Цунюяца сунут. Я не знаю, какими, как говорится, правилами он живет. Он или кто-либо другой. Пафос, реклама, конечно, вещь хорошая. Спорт вещь хорошая. Там, бои без правил, все это хорошо. Все это хорошо. Вот такой промежуток времени. А история вот такая. Чуть больше. Чуть больше. Как пример можем взять. Хорошо, возьмем исторические личности. Байсангур Бинаевский. Байк Мулат Синтароевский, Бейбулат Таймиев, первый имам Кавказа шейх Мансур. Для кого они это все делали? В первую очередь для своего народа, для своего Кавказа. Они же не искали себе выгоды. Он же мог у себя остаться, и Бейбулат, и все остальные. Бейбулат был умницей. Байсангура было 9 братьев. Вместе с Байсангуром. 9 братьев. Ни один не выжил. Потомки остались от некоторых. У самого Байсангура не осталось и потомков. А это оплот. Каменный человек. Первый имам Кавказа. 20 каким он молодец. Бейбулат Таймиев. Хотя он мог многие вещи делать сам, он спрашивал обязательно мягкел, мягкетшу, парламент чеченский и суд чеченский. Просил разрешения, хочу заключить мир, хочу заключить перемирие, хочу поехать навстречу. Спрашивал. Он уважал адаты и законы нашего народа, и его уважали и любили. Делали это все? Нет, конечно. Тотально этого не было.
Может 90%, может 80%. Потому что у каждого всегда есть какой-нибудь человек со своим ответвлением, который там Ава, когда союз, сохар, нету государственного мышления, нету народного мышления и понимания нет. Что же нужно для тебя, для строительства государства, для возрождения твоего народа, твоего этноса, чтобы выжить? Что нужно, какая программа должна быть для будущего? Что говорит история? Где в истории у нас были самые большие ошибки? Где мы упустили? Где мы потеряли? Как можно восстановить? Как можно возродить? Ek unzel boş var, evestin var, havextna başla. Hun har khilla, hun wash khilla. Hahun yaden mashani ha zudiu baht sigara siya. Он байрак яра студентский гошка храхкара шишпиудер хадога размяк далир хацимаж мою генетик хер мою. Вот все, что нас интересует. Дальше как, куда? Никуда. Хо связи мацевал, хо гуш мулац, сихси. Вала говорю, связи вала, халя, управляем. Почему он не может выйти на связь? Какие у него технические проблемы? Сега, возможность махина, я каждый день делаю эфир. Никто не задумывается. Значит, если он не ушел в эфир, значит, у него тяжелое положение. Никто, никому дела нет. Материалов 1000 роликов почти что у меня. Карт почти что 800. И все по всему нужно сделать тексты, нужно приготовить, нужно загрузить. Нет. Каждому хочется своим делом заниматься. А чтобы другой где-то лазил. И желательно, чтобы он это делал все бесплатно, все за свой счет. А иначе ты не патриот. Вот так вот. Ладно. Каитов, неправда, как раз таки СССР не сделали, нас сделали, все сделали вот так, ответил. Зато у нас самым подлым образом воровали, отрезали земли, но все встанет на свои места по воле Аллаха, может и эти люди образумятся, иман проснутся у них. Заурбену хотелось бы, маловероятно, что у них иман простет. Башлам, прочитаем мой первый вопрос. Так, первый вопрос я не видел. Где у тебя там, Башлам, расскажи про столкновение Чечни с Россией. Кто первым напал, это я зачитал. А другого первого вопроса от тебя и нету. Других первых вопросов я не вижу, больше нет. Так, Башлам, было бы правильно, если от тюрков требовать деньги за геноцид во времена татаро-монгол. Да нет, неправильно, Амир Далда ушел. Ну, сейчас вы будете за это, если мы говорить геноцид, и это все, это не... Это очень ошибочное понимание. Так. Прочитал вопрос. Башлам. Ты ему скажи, что они были как народ Нахчи до тех времен, что ты сказал. Я это и сказал, Нахчи. То есть ингуши общаются на чеченском иди. Аллете или на диалекте того или наоборот. Но мы не говорим, что они говорят. Я не говорю, по крайней мере. А там вывод делаете сами. И с Ютуба Хасан тоже поддержал нас. Хасан ДРС Хилда Адухуахуэл Будиснак Эзашка Солдолетил. Вот. Я не говорю, что они говорят, что мы говорим на их языке. Это вообще неправда. Это же за грани каких-то дастиш фантастиш. Я тебе сказал, у нас есть 7 диалектов, 10 говоров. И один из диалектов чеченского языка полностью соответствует ингушскому языку. Дальше. Башлам, когда Россия пришла в Чечню, можно назвать век?
Россию, в Чечню. Думаю, если мы говорим о территории, при помощи России, так скажем, это во времена Ивана Грозного. Иван Грозный у нас, кажется, это 15 века. Да? Кажется, да. Если я не ошибаюсь. Нохчу усо, бах. Да, нохчу усо, близким. Ему это в радость было. Свинку Боков отдал. Они не стесняются и говорят, нам Сталин подарил им эти земли, и мы молимся на Сталина. Но Сталином бы им в судный день стать. Башлам, правда, что Шамиль, имя пишется с большой буквы. Так тебе, чтобы знал ты. Ты же Шамиль Каитов, ты же не написал Шамиль с маленькой, а Каитов с большой. Чтоб ты знал. Башлам это не псевдоним, Башлам это имя. И ты начал предложение с маленькой буквы. Неграмотно, некрасиво. Мне абсолютно от этого ни тепло, ни холодно, я так тебе говорю. То, что Чечня это по сети щит Кавказа от ассимиляции и русификации. То есть не будет Чечни, не будет Кавказа и других Кавказцев. Не знаю. Нохчи, то бишь чеченцы, это часть Кавказа, без которого на Кавказе, ну, наверное, сейчас про стихи говорить, или то, что сказал там какие-то русские поэты. Я об этом публиковал, я не хочу сейчас говорить прямо, чтобы так выглядело. Но Кавказ это не Кавказ без нохчи народа, по сути своей. Благодаря именно нохчи сказать не могу, благодаря адыгам, благодаря нохчи и частью дагестанских народов о Кавказе знают чуть больше, чем многие даже об этом имеют понятие. Я имею в виду о Кавказской войне. Поэтому не знаю. Щитом, что Кавказа не было и так далее, это немножко чрезмерно пафосно. Нохчи это хороший, достойный, автохтонный народ Кавказа, свирепый, жестокий. Когда их не трогают, они никого не трогают. Но участвуют ли они в различных конфликтах, где несправедливость есть? Да, всегда участвуют. Хоть с десяток, но участвуют. И причем, что самое интересное, вполне возможно в одном и том же конфликте нохчи будут и на правой стороне, и на левой стороне. Очень многие, еще раз повторюсь, многие, может быть, это не понимают. Но вот это вот понимание, вот этот институт демократизма, называйте его так, или аристократизма, вот я понимаю, что это правильно, значит я на этой стороне. И со мной там определенные люди. Допустим, Дуиси и Джоголо на стороне Грузии. Сами являются представителями нохчи народа. Ушли, переехали туда, защищали интересы грузин. Джоголо был казнен за это, за то, что он отступил от своих братьев, от своей веры, якобы был казнен. Было ли бы все это, если бы он остался на стороне мусульман, своих братьев,
и сестер чеченцев. Как здесь понять это? Как быть? Может быть, если бы он преклонился бы перед Сюли Шамилем, в его понимании. А хотел ли он этого делать? Нет, не хотел. И многие не хотели. Потому что всегда на Кавказе отношение к Сюле было особенно в юго-западных, южных частях неоднозначно. Как бы кто бы что ни говорил. Хорошо ли это может быть с точки зрения ислама, это как-то не так, но я не знаю. Там Дагестан, он очень такой непростой. 40 национальностей. Рабы. И нам. Но несмотря на это, далее удалось приглашать и ставить во главе уже во время реконкисты, чтобы было понятно, просто они не могли бы выжить, если бы не они. Но чем больше спускалось, чем больше они укреплялось, они или убивали, или прогоняли все. Шамхалы, Нуцелы, Беки, Меки, Шмеки. Все. А те бежали потом уже по привычке, просили у царя, верните нам наши земли. А в их понимании это были их земли. Они так думали. На самом деле нет. Они пришли на чужую землю, они пришли в чужие аулы, думая, что на вечное пользование управлять. Здесь это не катило. Здесь были другие законы. Подревнее их и их раболепского понимания жизни. Не у всех, конечно, но у тех, кто бежал к царям. Или же уходил. Дальше. Чечен будет Кавказа. Это я ответил. Они до сих пор пыль вытирают с памятников бюстов Сталина. И брат Рустам задонатил и помог нашему каналу, чтобы мы существовали еще. Рустам Дейрес Хил, Дадухуахваль, Одисник и Зашкас Удолетил. Уже 5 человек сегодня поддержали наш канал. Закладывать мину замедленного действия. Эти спорные вопросы будут использованы в будущем для разжигания новых конфликтов. Понимающий понимает. Брат, представь, что у Ногчи будет автопромышленность. Представь машину производства нашим народом, какой бы она была. Прежде чем строить машины, нужно думать о том, чтобы быть единым народом во всем его понимании. Разделяя власть, это до сих пор используется, конечно. Башлам. Ла Олшмадас Дикдин Чухларло. Да, там был брат Шихмузек. Там приводится. Лиги. Так что, насколько я знаю, адыги, лезгины не предавали вроде бы. Не знаю.
Карачаевцы тоже не слышал, чтобы они нас предавали. Балкарцы вроде бы не предавали. Больше не знаю. Если ты говоришь по истории, я тебе говорю. Башлам назови, если есть так. Нет, иштам, нет, донго. Ваша, слушай, как ты рассказываешь о нашем... Ваша, слушай, как ты рассказываешь о нашем... У меня получается самый красивый портрет и рисунки. Совершенно. Так, Башлам. И шнырь мою случайно оказался по течению. Унахал алцавелла. Бейбулат куршло, уйвац бейбулат куршло. Эденяк далдек албойл үш. Окунокчик оман лемниш дөрүш. Так. Не знаю. Башлам. Про Бамут до 21 года не ответил ты. Какого 21 года? Бамут был, есть и остается чисто исконно ногче селянин. Говорят, что мудрый кабардинский таксист сказал без навала. Башлам, как ты относишься к Расулу Гамзатову? Негативно отношусь к Расулу Гамзатову. И Курчалой Эл, брат с Ютуба задонатил, Куршло ДРС Хил, дал Дукуахуэл, брат Курчалой поддержал наш канал с Ютуба, дал Сейдуэл, Болдиснег, Эзашка Судолетил. Я сказал, что как я отношусь к Расулу Гамзатову, негативно. В плане из-за описания его истории, отношений к нам, думаю, что это уже однозначно. Если ты спросила бы про творчество, я тебе по-другому ответил. Башлам, я заметил, что чеченцев знают почти весь мир. Например, ингушей, карачаевцев, дагестанцев, осетин никто не знает. Я не знаю. Я не могу тебе сказать. Знают, к сожалению, из-за несправедливых войн, которые прошли в 20 веке, поэтому знают. В 21-м. В основе своей алейлы ногчи, так и так далее. Гамзатов сказал про выселение чеченцев, это я сказал. Башлам по имени Алибек Хаджи Яшни Цаеша. У чеченских поэтов. Я бы назвал первую чеченскую машину, я бы не назвал ее. Так, друзья, и не 25 человек, не теряйтесь, я сейчас перезагружу, у меня закончился часовой трафик, я сейчас перезагружу, и мы продолжим. Башлам, очень интересно узнать, кем был Лаудаев и почему персонажи, которые говорят, что мы платили дань, ссылаются на него. Отвечу по Лаудаеву. Так, давай, так, я сейчас перезагружу, и вы заходите. Обязательно отвечу на все ваши я отвечу на все ваши вопросы. Дайте перезагрузить, и мы продолжим свой эфир. Так, перезагружаем. Хорошо, кого? Что негативно относится? Хорошо, а вопрос, что мы стал?
Başlayan mikrofon hayalçe söyledi ve laf. Сейчас обязательно ответим на оставшиеся ваши вопросы. Вот, если я какие-то забыл, я попрошу вас переслать их обратно, мы обязательно на них ответим. Бяхмобилаш, Эмиль Дарес. Еще раз повторю. Насколько я знаю, по истории, те, кто нас не предал, это отдаленные от нас, но и все же. Это лезгины и адыги. Вот. По крайней мере, насколько я знаю. Может быть, другие какие-то есть. Никакого материала не читал, чтобы нас предали лезгины или же адыги. Ну, предали, понимание предательства. У каждого свое, конечно. Вот эти народы, конечно же, нет. По крайней мере, я не читал о таком. И как раз, когда я перегружал Харс Аббас, думаю, что я, к сожалению, не могу сказать, что они такого не делали. Вот лезгины и адыги наши братья, остальные соседи. Дальше, Башлам, если я не путаю, ваше имя переводится как Снежная гора. В нашем языке есть слово Бештау, переводится как Пятигорск, как будто есть связь между этими словами. Есть, вообще считается, что, не знаю, вот ты кто по национальности, но есть предание, мне рассказывали наши старшие, что у нашего тейпа были очень хорошие взаимоотношения. Очень хорошие взаимоотношения. У нашего тейпа имеется в виду Мулквай,
Эхшбатой и Теси, что были очень хорошие взаимоотношения с адыгами. Я не знаю, в связи с чем, но было какое-то братство и хорошее взаимоотношение. То ли в какой-то тяжелый момент они друг друга поддержали, что я не знаю. Ну, старейшины так рассказывали, это как бы полевой материал. Я об этом почти никогда не рассказывал, но в истории есть этот момент, где зафиксировано, что были очень хорошие взаимоотношения у этих трех братьев с адыгами. Именно имеется в виду адыгами, не знаю, к какой национальности ты относишься. Но если ты черкес или кабардинец, это в любом случае. Вот, ни о карачаевцах, ни о балкарцах, ни с кем плохого ничего не было. Это раз. Во-вторых, что касается, то есть все остальные предали и каким же образом? Харц Аббас Гамзатович, историю нашу учи, слушай эфиры, узнаешь, кто как. Так, Фаргиев пишет, а Карабулаки предали? Карабулаки не народ. Карабулаки это часть Нохчи народа, а Нохчи сами себя предать не могут. Но такой нонсенс. Не бывает такого. Так что, господин Фаргиев, ты ошибся. Башлам, ветеранов ВОВ становится все меньше, только по телеку они все молодеют. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны время все больше и больше забирает и уносит, поэтому это очень прискорбно, но такова жизнь. Буквально лет 5 тому назад я тоже говорил, мне 30 с хвостиком. Сейчас я этого не говорю. Я старею, мне уже сколько лет. Нужно уже думать о том, готовиться, так сказать. Поэтому, конечно, все-таки 45-го года сколько лет прошло? Ну, точнее, 40-х годов, с 39-го, буквально через там лет, сколько там уже осталось, да, 19, будет 100 лет. 100 лет на этой войне. В 1939-м она началась. Вот посчитай. Это уже не говоря о другом. Буквально недавно, еще лет 10-15 тому назад, говорили, что есть жители, там, еще, кто помнит Первую мировую войну, а сейчас уже вот так вот. Ничего удивительного. Блин, вопросы я забыл, которые были. 25 человек было, потерял. Башлам, кто убил Абрека Зелимхана? Кибиров убил. Со всеми, кто был с ним. 17 сен. Андийцы более известные во времена Шамиля, они с нами бок о бок воевали, войска Шамиля. Очень интересно, где можно почитать. Еще раз повторюсь. Меня спросили по сегодняшний день. Не заставляй меня отвечать. Во-первых. Во-вторых, я не говорил обо всех андийцах. Андийцы есть Нохчитеп, которые от нас произошли, и они помогли. Андийцы есть народ отдельный, со своей культурой, со своими. Есть андийцы, которые сегодня говорят, что они сюли. На 3 части делятся. Это я говорил и слышал об этом, и Юни слышал, и остальные. Нохчи Андибу, Сюли Андибу, Анди как отдельный народ. Это можно пояснить. Так что то, что ты мне говоришь, что во время Шамиля бок о бок, я тебе много чего могу рассказать. Как они помогли во время чумы помогли, как и многое другое. Но сейчас не об этом речь. Там был четко задан вопрос. Назови народы, которые не предали. Милоро. Харц Аббас. Если ты хочешь поговорить или хочешь узнать, выйди со мной в директ
и там поговорим, и я тебе расскажу, кто и где и сколько раз. Не надо меня учить моей истории. Я прекрасно. Если ты не знаешь об этом, не говори. Когда сделали, что сделали. Я не пытаюсь сейчас нюансы рассказывать, где и в чем заключается предательство в кавычках или без кавычек. Понимаешь? У каждого понимание предательства свое. Поэтому я не говорил за весь народ. Я не говорил за... Меня спросили, я сказал исторически то, что вот они нас сдали, предали, сделали против нас это в каких-либо войнах. У меня нету про эти два народа. Если у тебя нету ничего подобного про андийцев, значит ты можешь говорить, у меня три народа. Это, если ты знаешь хорошо историю. Ты можешь говорить, это андийцы, это, во-первых, не забывай, андийцы сегодня приписаны к Сюли. И нету отдельно андийцев, чтоб ты знал. И нету отдельно дидойцев. Они все относятся к андоцерской языковой группе, то есть к Сюли. Так что свои приоритеты или понимание в истории пересмотри. Если ты считаешь, что я говорю не так или неправду, подумай, почему я это сказал. Если не хочешь, зайди в директ, и я тебе поясню. Мне незачем врать. Башлам Хамавас, историк. Вопрос. Хаттар луштук вег хаху шволдер. Хавац. Башлам Хавац, историк. Асфрак Бахсо, историк Волдер, Асфрак. Ответь. Насчет Лаудаева, да. Отвечу. Амирон Датрак. Да? Лаудаев был царским офицером, который никогда не был дальше крепости Грозная. И в Грозной крепости, что он был, то там не доезжая. Все время был то в Моздоке, то в других городах Ставропольского, ныне Ставропольского края и так далее дальше. Он не был этнографом, он не был ученым и он не был историком. Лаудаев. Это был царский офицер, который попал, насколько я знаю, и многие знают, в опалу, после чего якобы написанная им работа описание чеченского народа, которого он не знал, происхождение, чуть-чуть это дальше уже, о восточных. Вот у него, у Лаудаева, есть некоторые заметки, что якобы восточная часть, опять же, не вся часть чеченских тейпов были под шамхалами и нусалами. Некогда. Которые давали мзду. Речь, видать, идет о дореконкистской. Это до того, как начали снашки спускаться, уже понемножку спускаться и заселять эти земли от вечных набегов различных кочевых племен и остальных, которые заселили плодородные земли нашего народа уже на тот период. Перешли в Уайхэй и поселились, вот, как мы знаем, прибегали к тому, что вызывали ханов, не ханов, а нуцалханов, шамхалов и кабардинских беков. Вот об этом пытался описать, и вот в его описание попала как раз часть восточных тайпов чеченских. Ну, видать, они больше всего пендаля ему давали, иначе никак назвать нельзя. Это, конечно, извините за мой такой язык шуточный. Но дальше он все-таки.
Я начал собирать информацию. Мемуаров своих. Его восстановили, и он, так сказать, продолжил свою службу царским офицером. С другой стороны, со мной связывались люди после того, как 2018 года я несколько раз уже опубликовал статьи про него. У него остались, насколько я знаю, или однофамильцы, или его родственники, но со мной вышли люди на связь и сказали, что якобы их родственник никогда такого не писал о чеченском народе, и что все это является работой царской охранки. Я начал интересоваться у наших ученых, насколько это достоверно. Кто-нибудь видел ли оригиналы, написанные самим Лаудаевым? То есть материалы, книги, записки, дневники Лаудаева. Ни один человек из наших историков, академиков, профессоров, да и вообще, Сюли вообще, кроме этой книги, которая написана, на которую ссылаются русские, вообще не имеет никаких документов, то же самое. Никто не видел в оригинале его записки, его дневник, его материалы. Интересовался, есть ли этот материал в Тифлисе, то есть Тбилиси, или в Санкт-Петербурге. Видел ли кто-либо, даже в советские времена, оригинал его материалов, рукописей? Нет, не видел. Это показалось, конечно, странным. Говорить, что Лаудаев написал это можно, но никто не видел оригинала его документов. Никто, это я не за себя говорю, понятное дело, я это могу не видеть. Но никто из тот период, который писали в библиотеках, искали в архивных материалах, в архивном управлении, везде работали, никто не видел оригинал материалов Лаудаева. На самом деле ни у родных нету, ни у кого нет. Якобы переписано, якобы он сказал и все. Якобы да кабы. Никаких подтверждений нет. И они попросили и говорили, что это недостоверно, что он про свой народ такое не писал и так далее. И тому подобное. Потом связался еще один человек после очередного эфира. И мне сказал, старожила этого села, то есть он знает всех и все с этого села. И они знают первых поселенцев, кто в этом селе был. И они сказали, что инаха телецбуэлерца. Даже вы омах батюш телецбу дючха защира. Сундера эттяха аса ихулк дитир. Но люди, Сюли, которые вам говорят, что якобы Лаудаев был ученым, историком, этнографом первым, это все ложь. У него не было ни ученой степени, у него не было ничего. Он не был ни этнографом, ни историком. Он был просто царский офицер. Вот. Еще раз повторюсь, на всей территории Чечни он не был. Дальше крепости. Некоторые говорят, что он был в крепости. Один человек описал, что он был в крепости Грозная, но и то подтверждение этого не нужно. То есть, что вы знали, крепость Грозная — это Грозная. К Восточной Чечне, к Шатою, к Назрани, к Владикавказу, к Ичкерии или Качкалык. Нигде в этой области он не был. То есть Грозный. А сам он фактически учился, все это Моздок, это, если я не ошибаюсь, как это назывался, город Георгиевск, кажется, он назывался, как-то по-другому он назывался. Вот в этой области он был, в этих местах, то есть там, где проживали терские казаки, вот в этой области он учился, в Ессентуках, в той степи Пятигорье, но в этой стороне никогда не был. Такое написал, что, конечно, мама, не горюй. Насчет Лаудаева я вам ответил. Смотрим дальше вопрос. Нахчо Фром Нахчмах пишет. Башлам. По генетике ближайший милх тейп наш для белых той тейпан.
О, у белготоевцев разные. У белготоевцев все L3-шные есть. То есть белгто есть L3. Это Чунгруай, Чармай, Эльстанджуай, Харачуай, Лам-Эхкой. Ну, это L3-шные все. И у них есть и J2 есть, и J1 есть. Ну, уже говорить J1, J2 уже само собой не стоит. Думаешь, все вот сами уже понимают. Башлам. Сделай обзор на картину сзади. Обзор. Да, картина. Я очень люблю природу. Я очень люблю озера, рыбалку. Чем-то он немножко напоминал мне, вот кроме хижины, чем-то он мне напоминает нашу родину. И пейзаж, и природа. Вот дом, конечно, он немножко похож на землянку, а землянки у нашего народа не было. И это никогда не входило как бы в культуру нашего народа. Можно было, конечно, зарисовать ее, построить огромную башню, но это был бы тоже обман. Почему? Потому что башни на таких территориях в основном не строили, конечно, поскольку башни должны были быть как минимум там горы, вот на этой части. А так, природа, рыбалка, лес, я просто лес и зелень, я настолько сильно люблю, я не знаю. Я, по идее, должен был быть каким-то зеленым гринписовцем, но, к сожалению, как говорится, карта не легла. А так, там есть еще одна картина, там больше горы. Ну, сейчас как бы тебе повернуть. Вон там. Вот там все горы, горы, горы и горная речка. И опять же, вот такие пейзажи и обзор. Да чтоб тебе пусто было. Ишь, Хамаш, душун. Башлам. Я карачаевец. Я смотрел ваш язык и заметил, что у вас есть тюркизмы, например, Гала, Урам, Юрт, Фарбаз, и это очень интересно. Конечно, есть. Тебе интересно было бы, знаешь, что тюркизм, конечно, есть. Во-первых, ты не забывай. Вот ты говоришь, ты карачаевец. Но, понимаешь, я являюсь ногчим народом, знаю, что карачаевцы это не тюрки. У вас тюркский язык, но вы не тюрки по своей... Я не знаю, как это объяснить. Ну, тюркский язык вам остался, это наследие Тамерлана. Тамерленга, хромого Тимура. Это раз. Во-вторых, что касается в тюркизме, есть много ли мало? Конечно, есть. Наши соседи с одной стороны, вот вы, часть, как и мы, Аланского царства, вы говорите на тюркском. Но столицей, экономической столицей, то есть где происходила продажа, покупка и так далее, у нас была с восточной стороны, то есть со стороны Каспийского моря. Это Кизляр, это кумыки, которые с нами соседствовали. Большая часть на тот период говорила на тюркских языках, и нам приходилось общаться, то есть тот, кто занимался хоть каким-либо бизнесом, взаимоотношением, плоскостные территории граничили с тюрками, то есть с тюркскими народами. И нам приходилось с ними вести взаимообщение. Один период вообще образование исламское получали на тюркском языке. Это никто не отрицает, и это мы знаем. Опять же, вот ты говоришь, Гала, там и так далее, что это тюркские. У нас есть информация, что некоторые слова, они взяты не у тюрков, а взяты как раз таки тюрки взяли и используют этот язык. И он есть у урартийцев, есть у хуритов некоторые слова. Но даже если взяли у тех же тюрков, ничего такого нету. Но еще раз повторюсь, карачаевцы и балкарцы не являются тюрками. Я не знаю, почему так. Вы на самом деле не народы. Аланская
царстве занимает часть в этом тюркам приписывать, я не знаю. Вроде генетически вы вообще не имеете, насколько я знаю, общего с тюрками мало. Я не говорю, что все, ну, по крайней мере, карачаевцы, не знаю. По крайней мере, мой преподаватель, когда мы говорили о карачаевцах, всегда очень лестно о вас отзывался и никогда, всегда говорил, что, к сожалению, это автохтонный кавказский народ, но они утеряли свой язык. Вы ратуете сегодня за тюркизм, я не знаю почему. Ну да ладно, это ваше право, вы имеете право. А то, что касается, то, что взяты тюркские слова, конечно, взяты. Ногчи же не утеряли, как говорится, хорошие взаимоотношения со своими соседями. Общались, разговаривали, что-то брали, что-то передавали. Но говорить однозначно, что сегодня это тюркский язык, то есть то, что ты перечислил, все, у меня большое сомнение. Например, есть слово «тухум». Мы очень часто говорим, вот в истории у нас он используется с 19 века. Все его называют тюркским. На самом деле «тухум» же не является тюркским словом, оно является арабским словом. Почему его называют тюркским, я не знаю. И данное ему определение полностью совпадает с тем названием, которое есть и как его понимает наш народ. Ну, кто-то называет его тюркским. Не знаю. А так, то, что есть слова, чтобы ты знал. У нас есть слова, которые совпадают с грузинами. Наши слова есть некоторые, начали, вы знаете, по всему миру проживают ногчи. И сегодня мы находим очень много слов в норвежском языке, которые по смыслу имеют то же самое значение, что на чеченском языке. У нас есть, значит, слова, совпадающие с уральскими словами. Это больше 400 слов. С 400 или от 200 до 400 слов уральского языка. Это одно из первых государств, которое существовало вообще в мире. Есть совпадение с этими словами. У нас есть слова, совпадающие по смысловой нагрузке и с некоторыми китайскими, с немецкими. Но мы же не говорим, что эти слова мы взяли у них или они у нас взяли. У нас есть предположение, что наш язык, поскольку мы себя считаем новым народом, что одним из древнейших языков, и вполне возможно, что другие народы просто переняли его или что-то осталось от этого. Тоже сколько людей, столько и мнений. Опять же, мы не говорим, что мы первые люди, но что язык у нас древний, мы знаем. А то, что это является тюркскими все слова, вот тут возможно, что это так, возможно, не отрицаю, но это еще нужно, как говорится, проверить и однозначно сказать, так это или нет. Они могут быть арабскими, они могут быть хуритскими или уральскими, тогда уже это не имеет никакого отношения к тюркам. Башлам, анохчи могут давать в аренду земли своим же, как это было с галгайцами, когда они селились на Зрань. Возможно, нет, а так должно было быть, конечно, почему нет. Также интересна связь между Турловыми и Хасбулатовыми. В статье в Википедии написано, что прямая, почему их приписывают к аварцам. Ну, приписывать к аварцам могут кому? Хасбулатову, насколько я знаю, не к аварцам, Хасбулатовых приписывают к адыгейцам. Турловых приписывают, не приписывают, насколько я знаю, их считают, хотя их приписывают к аварцам. Есть и кумыки, которые говорят, что они кумыки, но оставим. Я лично не Турловых, по крайней мере, Хасбулатовых не могу сказать, но Турловых я точно не считаю ногчи и никогда не говорил. А кому они относятся, да, мне плевать, честно сказать. Кем они были, я знаю, и что они делали, я тоже знаю. О чем у вас диспут?
Так. Арц Аббас Гамзатович. Где связь? Дальше. Башлам. Тебе нужен микрофон, чтобы мы тебя слышали хорошо. Ты уже серьезный блогер. Серьезный блогер, то. Мне много чего нужно. Для профессиональной студии я искал спонсоров. К сожалению, спонсоров или к радости моих недругов, всех, кто ненавидит чеченский народ. Спонсоров я не нашел, меценатов я тоже не нашел. Бизнесмены у нас слишком крутые, они могут пафосно раздавать бабки Сюли, Азбикам и всем остальным, Майлстроем и остальным могут раздавать. Им тоже не дать нашего народа. Поэтому пока есть мой старенький телефон, я работаю на нем. Мой телефон, он 2018 года. Это модель, кажется, iPhone 9 или 8. Эта модель, я его ремонтирую. Вот на нем я говорю. Все, что есть, все, что вы видите, это то, что я могу использовать, я буду использовать. Вот. Есть у меня планшет, тоже мои братья подогнали, но он, к сожалению, не тянет, как бы я хотел. Это старый тоже, 5, кажется, я не знаю. Брат знает, тот, который подогнал. Вот. Так больше, к сожалению, никаких наворотов у меня нету. Вот, микрофонов тоже. Мы простые, как говорится, чем проще и так далее. Вот. Микрофоны, петлички и все остальное стоит, как говорится, денег. А их у нас... Нам Айса не приходит эфир и не говорит: так, все заработные платы, чтобы перевели деньги каждый месяц по 200-250 рублей, такого нету. Поэтому, Дошлам, вам задали вопрос, это нормально, никакого скрытого смысла нету. Я ответил тебе на вопрос. Я тебе говорю, что про андийцев я тебе полностью ответил. Хочешь узнать больше? Никаких вопросов. Зайди в директ, и мы с тобой поговорим. Так, что? Ну да. Так что пока то, что есть, когда он дать свой. Пока я не нашел достойных меценатов, которые могли бы и газеты напечатать, и карты распечатать, и все остальное. У нас есть только те, кто слушает, и так далее, и тому подобное. Это не молодой человек, дама бальзаковского возраста. Дальше. Тобас, Заур, Садот, Шерсун, Макеса, Хайнешла и так далее. Кто такой Лаудаев? Нохчуюсь. Лаудаев, бывший царский офицер. Не хочу я больше про него говорить. Оставьте его. Он уже покойно перед Всевышним отвечает. И самый ярый чеченофоб, Шумабоха, он подписанный. Она двойной агент, если кто не знает. Но это проблема. Вот за ней они идут, как видите. Что-то помнишь, так. Это уже не ко мне. Это не мне. Башни Ингушские. Не знаю, башни Ингушские. Так, дальше. Башлам, как вы относитесь к Руслану Бузуртанову? К Руслану Бузуртанову я отношусь как к сказочнику, болтуну и балаболу. Вот так я отношусь. Это тот, который говорил, что за кусок металла нанимали в качестве работников кабардинцев и так далее и тому подобное. К сожалению, этот человек не вызывает у меня никакого уважения. Познание его на уровне
кто сколько заплатит, то я напишу и расскажу. Вот. Ни больше, ни меньше. И этот человек утверждал и говорил, как у меня может быть отношение, если он выдумал, сказал, что 2 жены у Ермолова были чеченки. Или этот человек рассказывал, говорил, что Ермолов на самом деле чеченцы должны ему благодарить, потому что он строил мечети для чеченского народа. И кто после этого для меня должен быть Руслан? Ну, подумайте сами. 2 этих факта уже говорят об уровне его психического, психологического. Ну, то, что он нам рассказывал про свои остальные моменты, для меня это несерьезно, поэтому отношусь к нему как к клоуну, не больше. В эфире антитеррора бывает чувак, и он, это голос похож. А какие низшие классы были в Аланском царстве? Об этом я говорил. Башлам, я не согласен, что у нас тюркизм. Думаю, что это наоборот. Еще раз повторюсь, ничего такого нету, что тюркские слова используются или у нас, или у других народов. А есть некоторые ученые, которые доказывают и говорят, что даже вот слово «шубутной», ученые, серьезные ученые, которые говорят, что слово «шубутной», русское слово якобы «шубутной», произошли от слова «шубуты», то бишь наши шатойцы, доказывают смысловую нагрузку одно и то же. Поэтому говорить однозначно, что у нас есть, да есть они везде, кто использует разные слова. Сегодня в русском языке сколько иностранных слов, и сегодня их называют якобы русским языком, русскими словами. А на самом деле нет. Насколько я знаю, первые книги и словари русского языка, кстати, создатель русского словаря толкового языка, создатель толкового словаря русских слов, русского языка, является Даль. Он датчанин. И там было до 7000 слов, если я не ошибаюсь. Это нынешний уже Ожегов, у него до 30 000 слов. Чувствуете разницу? Сколько прибавилось. Поэтому ничего такого нет, если даже используют. Не забывайте, что тренд на новые слова или использование слов всегда за тем, кто правит этим миром. Сегодня одним из главных языков в мире какой? Правильно, английский. Кто управляет всем? Английским языком американцы, англичане. За английским языком. Сейчас некоторые пытаются и говорят, там, китайский язык следующий важно учить и так далее и тому подобное. Но суть остается в главном. Тот, кто управляет миром, тот и заставляет говорить на своем языке. Вот и все. Если бы мы были бы колонией Отtomанской Турции, без всякого привлечения вместо русского языка мы бы сегодня говорили на тюркском языке. Если бы сегодня персы владели бы всем Кавказом, допустим, до Пятигорья или дальше, вплоть до Черного моря, Понтийского моря, да, все бы говорили на фарси, возможно. Ну и там остальные какие там из иранского языка. Но так получилось, что сегодня Кавказ была под Российской империей. И сегодня в Чечне, конечно, это немножко проблематично. Русский язык не сильно любят. Я говорю массово. Хотя некоторые ученые утверждают, да, перемешку шалтай-болтай делают. То есть половина русские, половина чеченские, апар-чупар делают. Но на самом деле, как таковой, особенно в селах, а большинство населения было в селах, они не сильно не любят русский язык. Но, к сожалению, или к радости, я не знаю, каждый по-разному воспринимает, да, ты хочешь жить, хочешь общаться, вертеться, бизнес делать, бабки делать,
Учи, будь так любезен, учи русский язык. Не знаешь языка, двери тебе закрыты. По крайней мере, ломаным языком. У себя дома ты, конечно, можешь говорить только нормально, но за пределы, если ты выезжаешь, обязательно важно знать в России русский, конечно же. Ну, вообще, если ты знаешь английский, можно обойтись и без русского, как такового. Если ты знаешь профессионально и чисто говоришь на английском языке, это просто beautiful. Я, допустим, очень люблю немецкий язык. Люблю это, знаю разные вещи. Мне нравится немецкий, мне нравится французский, мне нравится итальянский язык, арабский язык. Но знаю я только свой родной ногчи хорошо. И, ну, и русский чуть-чуть. Вот. А так, конечно, читать на английском, немецком, английском, арабском языке умею. А остальные нихт вобла, как говорится. Поэтому, если захотеть, можно и на Луну полететь, бягчу не дай. Так, известно что-либо, кто был первым был правителем Аланского царства? Об этом есть разговоры. Я читал некоторые записки исторические. Осетины, само собой, утверждают, что правителем Аланского царства был осетин. Грузины говорили, что якобы корни у аланского царя были грузинские. Это я слышал. Но, само собой, как же без наших братьев, они утверждают, что был он. Так что, не знаю, может у карачаевцы тоже говорят, что это был карачаевцев. Вот такие версии. Есть и, конечно, чеченская версия. Хасуерцин, что аланским правителем, одним из них был якобы нашей национальности. Но я это утверждать не буду. Турки, как им мы, бумагу называют кехт, однако смысл этого слова только на нашем языке. Я много спрашивал самих турков. Есть какая-нибудь информация, из какого народа были правители аланского государства? Но я же говорю, осетины, грузины, ингуши. Есть одна версия, что один из правителей был нашего народа. Но однозначно я не видел ничего подобного. Хотя видел я список, но никаких доказательств нету. Потому что до сих пор не знают, на каком языке говорили представители Аланского царства. Не знают. И, само собой, осетины говорят, что они были там, говорили на их языке, другие на... и так далее. Так. Башлам, а вы кто с Амином Тесаевым взаимодействуете? Нет, я не взаимодействую с Амином Тесаевым вообще. Я Амина знаю, не понаслышке знаю. Я когда работал в правительстве, он там тоже работал. В пресс-службе, кажется, он работал. В секретариате он работал, кажется. Я работал директором департамента, он там работал. Секретариат это был, то ли пресс-служба, в то время еще президент был, давно это был. Так знакомы были с ним. Вот. А так, на историческом факультете он со мной точно не учился. Мы не взаимодействуем. Знать, знаем, работы, возможно, читаем друг друга, а так нет, не взаимодействуем. Иншаллах, найдем. Черту. Кто как-то натянуто. Что найдем, я так и не понял. 17 сцен. Кирт, короче, это уже они между собой общаются. Да. Так, ко мне вопросы я не вижу. Расул вижу. Башлам, год назад Бузуртанов показал на карте деревья, перехитрив свою аудиторию. Да, мы эту карту показывали, говорил, что это разрушенные ингушские села во времена сражения с Россией. Ну, не знаю, с кем там Бузуртанов воевал. Насколько я знаю, они ни с кем не воевали в тот период, тем более. И вообще, сама автономия была создана, вообще впервые появилась на карте в 1860 году. До этого ничего подобного, как территориальной единицы даже у них не было.
Что касается сел, если он имеет в виду, ну, у меня большие сомнения. Посмотрите, какие села, кто какое сопротивление оказывал, там говорится. Их там не так много. Еще раз повторюсь, в начале 19 века 9 тысяч человек, мужского, женского и детей вместе взятых. О каком... Это начало 19 века, о каком там говорить, не знаю. Так. И толмач тоже наше слово. 1 миллион слов в нем. Не понял, что за 1 миллион. Башлам. Do you speak English? Немножко English. Братья, так. И полководец Бузуртан, командующий отрядом буйволов. Башлам, почему не взаимодействуете? Почему не взаимодействуете? Во-первых, не вижу никакой надобности. Во-вторых, у него своя методика работы с документами, у меня своя методика. У нас в многих вопросах очень сильно расходится изучение истории, как говорится, методы изучения истории. У него свои, у меня свои, поэтому надобности не вижу. Он, насколько я помню, раньше работал в академии, а я с Академией наук не взаимодействую вообще. Имеется в виду, они деятельность блогеров видят антинаучной. Но у меня иное мнение. То есть я считаю, что деятельность блогеров на сегодняшний день, блогосфера вообще, намного эффективнее, чем то, что делают некоторые из них. Потому что я намного быстрее могу довести до людей мнение, тему, рассказать людям, и чтобы люди запомнили это, и чтобы могли использовать. Вот, так что здесь вопрос, когда народы Северного Кавказа начали жить в горах. Самуилов пишет. Самуилов. Вообще ученые говорят по-разному. Но насколько я не могу сказать за всех, археологические доказательства говорят как минимум о нашем народе, я не скажу, считается от 5 до 7 тысяч лет. Говорится так. Истину знает, конечно, только Всевышний, мы так говорим обычно. Я так понимаю, вы относитесь к православным, не знаю, как вам, как у вас там говорится. Истинной ведает только Бог, мы только можем опираться на определенную науку. Вот. А то, что найдены археологические раскопки, найденные на территории нашей непосредственно Центрального Кавказа, но в Чечне, имеется в виду здесь у нас, находили и топоры, и вещи с датировкой 4,5-5 тысяч лет. То есть это топоры непосредственно, бронзовые топоры. Это фактически в самом сердце, можно сказать, нашей Родины, то есть часть Чечни. Начиная от Сержинюрта, заканчивая Шатоем, Галанчожем. Вот такие вот археологические находки есть. Однозначно сказать, я слышал от 5 до 7 тысяч лет. Некоторые слои были разговоры от 10 тысяч лет. Это я говорю только за чеченцев. Когда именно заселили Кавказ, очень сложно. Но если мы даже возьмем с библейского Ноева ковчега, вот сами можете посмотреть, после потопа заселение Кавказа как раз-таки пошло после потопа. Когда был потоп, и плюс оттуда исходить, можете исходить. Но речь в любом случае идет о Кавказских горах. По крайней мере, в этих в грузинских, что Башлам. Мы от блогеров больше информации получаем, чем она остается в историческом
узком кругу. Ну, вот об этом я и говорю. Аминь ведь тоже выкладывает свои видео, устраивает конференции. К нему может попасть абсолютно любой смертный. То есть он доводит до людей, как может, пишет научные статьи, которые есть в доступе каждому. Я не говорил, что он этого не делает. Мне сказали о взаимодействии, я ответил, что вот какое есть, такое есть. Но тут бы я не спешил, но, видать, Абаз, ты лучше осведомлен, я промолчу. Вот, а так, как скажешь, не стану тебя переубеждать, ты, видать, лучше знаешь. Я промолчу. Ладно. Башлам, в первую очередь историк, потом уже блогер. Не, ну, Арс Аббас, походу, лучше знает, кто историк, кто ученый. Вот, говорится, Бог в помощь. Ладно, задавайте вопросы, если есть уже 3-й час. Ёшкин кот, а? Начал в 10, а сейчас уже 3-й час. Готов ответить на ваши вопросы. Если есть в Ютубе, в Телеграме, где у нас эфир идет, и в Инстаграме. Задавайте вопросы, если есть. Если нету, мы с вами попрощаемся. Возможно, эфир будет завтра, по мере возможности, конечно. В этом меня переубеждать и не надо. Я не буду переубеждать, но еще раз говорю, твое мнение порой очень ошибочно. Когда народы Северного Кавказа начали жить в горах, я ответил, а были кавказцы вытеснены скифами с равнин в Предкавказе. Об этом вот как раз-таки очень интересный вопрос. Есть такие моменты, которые говорятся, да, как раз-таки, что скифы и сарматы очень сильно повлияли на многие автохтонные народы Кавказа. История в Монголии был проект императора Даян Хан, где он собрал разных племен, группы народов Холха. На Кавказе проект Дель-Поццо, где он объединил кавказские народов и Новчи-Тейпу. Ага. Ибрахим, отправь это Башламу, интересно, он в курсе в этом? Нет, не в курсе, я монгольскую историю не сильно лазил, честно сказать, не знаю. Был ли у тебя личный диалог с Русланом, если да, то на какие темы? Нет, у меня не было личного диалога. Мне многие задавали, готов ли ты? Я сказал, пускай приходит в любое время. Есть Инстаграм, есть Ютуб, может прийти на Ютуб, может прийти на Инстаграм. Хотя были вопросы такие типичные от него. У меня, я не знаю, был ли он под чужим ником. Нет, у меня дискуссий с ним не было. Я не общался с ним, но, конечно же, я слышал столько лжи от него. Мне даже ничего говорить не нужно. Он сам себя и позорит, и... Ну, взрослый человек, мне бы не хотелось, честно сказать, себя вести. Я бы не стал себя вести так недостойно. Ну, для него, может быть, это достоинство, для меня нет. Очень много пафосных речей, пустых речей, лживых речей, начиная от Гайрбеков. Я думаю, ему прекрасную оценку дал непосредственно Муса Зурабов. Это тоже ингушский историк, взрослый человек. Я думаю, что он прекрасно охарактеризовал этого человека, что он делает и чем занимается. Поэтому нет, Фаргеев, я не общался с ним. И ни на какие темы с ним не говорил. Дикий Башлам, думаю, в науке сейчас много политики включают, поэтому простые блогеры и историки могут даже больше правды рассказать. Я, честно сказать, я заканчивал исторический факультет.
очень с уважением отношусь. Я не знаю, я очень сильно любил, уважал Хизриева Хаджи Ахмедовича. Он был великолепным историком, он был ученым, аланистом, был большим патриотом. Вот, насколько я знаю, он был ауховский, но всю жизнь здесь прожил. Достойнейший муж чеченского народа. Он очень любил наш народ и любил нашу историю. Таких историков очень мало, честно сказать. Вот, но были. И я к ним отношусь очень с уважением. Но есть такие ученые, которые очень пафосные, не знаю, за этой как бы сказать, даже не знаю, как это сказать. Знать-то знаю, подобрать слова. За этой вуалью, ученой вуалью, о себе настолько высокого мнения, что поделиться, поговорить у них, пообщаться, довести до простых людей, это для них антинаучно, нежели чем научные дискуссии, баталии. То есть выкладывать это, доводить до людей, заинтересовать людей. Может, здоровья нет, может, времени нет, может, они не хотят просто. Честно скажу, я уверен, больше чем уверен, если бы за блогерскую деятельность платили бы, да, плюс-минус 100 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц, грубо говоря, да, я думаю, уверен, что многие бы из них, может быть, и перешли бы на интернет-пространство. Я не говорю, что это, примерно я говорю. Там, где оплачивают, там, где есть хоть какие-то финансовые потоки, всегда найдется человек, который сядет. А там, где, извините меня, ты сидишь часами, 3-4 часа сидишь, работаешь, или 5 часов, тебе за это там пришлют 5-6 человек, там 50 рублей, 100 рублей, и за вечер соберется 1000, 2000, ну максимум соберется там 5000, за месяц там 7000 всего соберется. Люди не хотят напрасно тратить время. Я не для этого. Ну, я просто гипотетические вещи говорю. Для них это так себе. Нету такого понимания. Да и у нашего простого народа нету понимания о том, что вот человек работает, старается, пытается довести. Это важно, это нужно. Сидят, ковыркают, говорят то, что не знают. Пафосные, воздух гоняют. Да я это знаю, да я могу говорить это не понаслышке. Что ты знаешь? Кого ты знаешь? Ты с этим человеком общался, ты знаешь его образование, какое у него первое образование, какое у него второе образование, что он вообще делает, где какие его работы, на какие работы, как эти работы опубликованы, за счет какого финансирования, за счет какого блата, знакомства, кто позвонил, кто сказал, откуда эта информация собрана. Ну, ты не знаешь, по сути, ничего, я говорю, вообще, обыватель. Ну, говорить, вот этот воздух гонять, могут, конечно, многие. К сожалению, вот эта культура поведения, отношение к блогерству или отношение к работе ни у кого нет. Поэтому разговоры есть, дела нету. К сожалению, уважаемые мои друзья, у нас осталось 2 минуты. Знаю, что у чеченцев в алфавите нету буквы Ф, то и фамилия у вас на Ф. Нет, ты ошибаешься. Мне интересно все, этот вопрос мне прислали отдельно, вот личный вопрос. История мне интересна.
И изучение интересно, с радостью читаю по мере возможности. Но в основе я делаю уклон на свою историю, мне нужно искать взаимоотношения и все остальное. Уважаемые друзья, к сожалению, уже у нас 4-й час я веду эфир, мне нужно с вами распрощаться. Больше у меня уже на сегодня трафик я продлевать не смогу. Увы, всем огромная благодарность этим 6-7 человек, которые задонатили, поддержали мой канал. Огромная благодарность. Шундерес, Хил, Болдиснек, Эзашка, Солдо, Летел, Далси, Дуэлшу, Дац, Хари, вообще Бог, Суцербар. Валикум ассалам, Маша. Всем доброй ночи. Завтра, возможно, я постараюсь, если у меня получится, мы сделаем эфир. Ибрахим, Хундерес, Хил, YouTube, Чурвежишна, Дерес, Хил. Подписывайтесь, приглашайте больше. Обязательно, если будет эфир завтра в 22:00 или 23:00. Маш Ойл, Адикюэль. С вами был ваш брат Башлам. Массе бюсте, алло, ассаламу алейкум. Всем праведных снов.